Всем привет! Сегодня мы смотрим прохождение Resident Evil 4 без багов, что там, на профессионале и без получения ранений, без ранений. С нами наш англоговорящий друг, мистер Джон. Ладно, пофигу. Выложу, короче, у себя на канале как реакцию. Я реакцию записываю, правда? Никто же не будет против, то, что я... Да он даже не узнает, что я у него украл видео. Зачем мистер Питер? Да, мистер Питер. Чё нам сидеть просто так? Будем контент создавать. Так, он говорит, нужно за стенкой постоять секунду, затем поворачивать за угол, и тогда чувак этот промахнется. Промахнется. From the cabinet there. One thing you've got to be wary of is where you use heals. Obviously, I am not using heals throughout this run. Ну, там была, говорит, трава, можете взять траву, я не буду брать траву, потому что я не использую хил. Так он же может брать траву и продавать, он чё? Чё он? Зачем? Он, короче, может взять зеленую красную траву, с желтой смешать и получать по 10 тысяч золотых. Гораздо проще будет играть, правильно? Я так же делаю. Что ты делаешь так же? Воруешь видосы на свой канал? С моего? Upgrading your guns and stuff in certain places is definitely necessary. So you can run past these enemies if you want to, but because I know that people will be trying to follow along with me and он говорит то, что в начале деньги очень важны, нужно взять, набрать как можно больше золота в начале игры. Этих чуваков можно обойти. Ну, типа, если вы будете... Я специально их убил, чтобы тот, кто будет повторять за мной, как бы знал, как пройти мимо них. Короче, говорит, то, что лучше не забегать в эту комнату, если не хотите, чтобы он вас топором по башке ударил. Ладно. Буду учить английский, походу. Продавать траву, ну да, почему нет? Там 10 тысяч же дают. Это не я придумал, это спидранеры так делают. Я тоже не понял, зачем он убивал их. Так. Ну вот тут он траву взял. Нужно, говорит, 5 минут выживать, чтобы монстры ушли. 5 минут выживать. А он решил забежать в дом, чтобы взять дробовик. Можно потише сделать. So the strategy here for us is to just try and survive for a while without getting hit, obviously. There is a strategy you can use with grenades. It's more of a speedrun strategy though, and it's kind of difficult to pull off. So I didn't want to include it in this guide. I will be making another guide type deal that includes it. Он говорит, можно было гранатами убить зомби. Но, типа, задача сложнее, чем просто бегать от противников. Поэтому он решил не гранатами их убивать, а 5 минут бегать. Как я понял.
Ну, короче, его страта — это 5 минут нарезать круги по деревне. В ту комнату можно зайти без ранений, на своем опыте знаю. Я не понял, по-моему, с гранатами же проще, нет? Зачем бегать 5 минут по деревне? Ну, рассказывает про эти, про, блядь, Velvet, про камешки фиолетовые, которые нужно подобрать на крыше. Он говорит, что лучше подбирать как можно больше предметов в начале игры, чтобы продать их. Да ну, я бы не стал так играть, честно говоря. Я бы 2 гранаты кинул. Он снова повторил, что 2 гранаты не хочет кидать. По какой-то причине он не хочет кидать 2 гранаты. Ему нравится вот так вот наяривать здесь. Getting the time down by another hour from my previous run was difficult enough, but one thing I really do in this run is make sure that I'm getting way more resources than I need, just so that for anyone who is following, you've got plenty. О, лопатник пришел. Бесит меня эти с лопатами, у них там эта дальность атаки большая, может вообще по башке зарядить, будь здоров. That you're always going to have the same stuff as me, but by sort of looting as much stuff as I can for the most part of this run, you'll end up with more resources. Большинство предметов будут выпадать такими же, как и у него в этом забеге, только они рандомятся, и если как бы мы будем повторять за ним, то, возможно, получим другие предметы. Нравится мне использовать эту крышу и пинать... О, он чуть не получил по лбу. Нравится использовать эту крышу и пинать лестницы, чтобы враги не могли заползти наверх. And you just kind of need to survive, basically. I've only got 2 shotgun shells left. Не, ну когда играешь на скорость, вот такие вот пердемонокли делать, типа с беготней по деревне, как-то, ну какая-то бред какой-то. Он уже патронов больше потратил, чем потратил бы на это, на убийство всех противников. На тебе. Я не буду заходить в здание, потому что противники меня окружат и нанесут урон, поэтому я бегаю, ну, снаружи. But if you're just trying to get the S+ and just trying to make it through professional, obviously this was a difficult section for me to do, so I just wanted to get it saved and done with. But after that, I didn't save again till the end of Chapter 2. I would recommend making your first save at the end of Chapter 2. If you can push it to the end of Chapter 3, like I mentioned before, feel free to use a couple of heals. Don't overdo it with the heals. If you feel like you're getting damaged a lot and you're shredding through your heals, you're going to find yourself in a situation where you have Он сохраняться не будет. Because I use the heals just to sell to the merchant. Я как понял, он без сохранения играет, то есть рекомендует сохраняться после главы 2, после второй главы, потому что первые 2 главы, они простенькие. В ту комнату можешь зайти без ранения, да-да-да, мне хватило 2 раза их собрать в кучу и использовать.
2 because they're гранаты. worth a ton of money. One thing Да-да-да. you probably could get away with using is just singular green Можно herbs. собрать их в кучу, 2 гранаты использовать, и все. Я не знаю First aid почему. sprays, although Но он, again, наверное, first aid боялся, что sprays will получит have какой-то 5000 урон, apiece или from то, что его merchants, so окружают. Он it's just a good сказал, idea. что не будет заходить Go в ahead, здание, чтобы его sell up не to окружили. just gathering up a few Типа green это herbs не heal. You will сейвовая have стратегия more заходить в здание. herbs than yellow herbs. We'll get random green herbs that will just sit in my inventory pretty much, and I don't really sell just the singular green herbs when they're on their own. Crafting up some И, more shotgun shells here, собирает definitely very, траву, very чтобы important to продать. have in the early game. Он Just being говорит, able to push смиксует enemies ее с back when желтой they're in your травой way и is продаст. just so valuable. You don't really need to kill everyone. Make sure you grab the ruby that's in here. The 2 treasures that are in the village at the beginning are that velvet blue that's on top of the house and that 2 ruby. сокровища в And этой в again, деревне. getting Это treasures Velvet throughout the run, херня, so we can это sell stuff сиреневые to just кристаллы make и money is just рубин super вот этот important. So красный. bear that in mind throughout the Говорит, run. не забудьте подбирать драгоценности. Gunpowder. So there's my first save. That was where I saved it. Но он But все-таки I would сохранился, recommend, он с like I said, if you're trying сохранениями, to да? just get the S+, wait until at least the end of chapter 2 Он to make говорит, your что first save. это на всякий Maybe случай even chapter сохранился, 3 чтобы if не you can push it. переигрывать It might начало mean that you're игры. really Долгое struggling to get слишком. that far without saving, but if you are using heals and you just sort of follow along with me and what I'm doing, you should be fine to get that far. Chapter 2 really isn't that difficult. You may take a hit or two. But yeah, you should have Да, enough в green принципе-то herbs игру just to heal пройти yourself a little bit if можно, you need to. потренироваться, Just gathering up позадротить, там же эти, есть whatever же I can to сохранение, sap да, up the можно villagers загрузиться so заново, we could там, get the pearl отработать pendant. ситуацию. And there is a shortcut you can take here, but it alerts another enemy, so I just like to go this way. It's a little bit safer and not as fast, but definitely safe. So we're gonna come in here, we can disarm this trap. Что-то он там сказал, по этому пути мы не пойдем, пойдем по другому, потому что там много противников. Он через амбар не пошел. Там можно было через амбар пройти. Он говорит, мы пойдем здесь, потому что противников много, и здесь сейвовей. Difficult for me, to be honest. Although if you're going for the S+, you can use the armor. I'm pretty sure you can use the infinite ammo. Слушай, ну хорошая тактика. Можно, кстати, да, реально пройти через это по большому кругу. Так, посмотрим, сейчас он будет их убивать или просто свалит отсюда. Try to grab all the loot that I do. If you are following along, maybe chapter to chapter, just remember what I grab. And, you know, it's fair to say that each chapter might take you a couple of attempts. I like to work chapter to chapter because I think it's more entertaining in a no damage sense, just working through the chapters that way. But yeah, it's up to you. Where you save it, just bear in mind, Ну чё, you've only got 15 нормальная plus тема, saves смотри, он that даже are gonna get противников не really убивал. difficult, and some chapters that are really long. So it may be more Он beneficial заевейдил to просто save всех. mid-chapter for you. Прошелся по большому кругу, собрал Yeah, that's все entirely up to you. I плюшки, just, again, wanted to have the challenge of свалил, each chapter и у него много патронов. sort of no damage. I think the only time I saved mid-chapter was Слушай, ну интересно, after the интересно, village, как он just пройдет because that без was a ранений, massive слушай. nuisance to get through. На то уже Resident Evil 2 I задолбал, ended да? up pretty Хотя much бы having a bigger посмотрим challenge here. новую I had to get through the rest of chapter новую 1 игру. Она, по крайней and мере, chapter дольше в 2 3 раза второго for Резидента. my next save. But if you do one save per Пилим chapter, контент за you'll счет end up with 15 чужого. saves exactly. So that's pretty much what we were working for here. But it's a really good idea to, like I mentioned a couple of times already, Здесь можно just пробежать. Я, по-моему, их даже не убивал. not save it until Вот этих around, ребят. I'd say chapter 3. If Интересно you push it посмотреть to на его chapter 3, апгрейды. Что он do that, будет and там then you're это gonna be really улучшать. comfortable when it comes to saves. And before like boss fights and stuff, you can save it. And if you're doing a boss fight, you take a bunch of extra damage. You can just quit the game, load your save. When we come into the little village here, we want to crouch under this trap and grab the stuff that's in these boxes. There's some resources there, and if we go back under, one of the enemies will follow you in and walk into the trap, which is kind of nice. Look out for Он the говорит, trap. назад проберитесь под этой, под растяжкой, и тогда за вами противник побежит и взорвется на мине. You can kind of determine enemies' behavior. If they throw an axe,
they kind of won't rush you after that. They'll just pull out another axe, and that gives you a good few seconds to try and run past them. This enemy will usually charge you, be ready to shoot him. Если противник кидает в вас топор, то он не побежит за вами. Он просто достанет второй топор и кинет, ну и будет кидаться топорами. Типа, можно выучить шаблоны движения всех противников и не бояться, что кто-то нанесет урон, если вы знаете, как они двигаются. Stab this guy to get rid of him, nice and easy. When you come into this room, you shouldn't really have to worry about enemies coming in. They'll leave you alone once you get in here. So, you may find yourself in a situation where you run into an area with a bunch of enemies. But it's just... Знаешь, мне больше интересно, что он не это. But most of the time, you want to try just to run past enemies and avoid fighting them, to be fair. То, что он не без ранений пройдет, а то, что он без апгрейда оружия пройдет, то есть по минимуму соберет предметов, не так, как я обшариваю там все, а типа по минимуму. Типа, сколько предметов он соберет вообще, чтобы пройти игру? Вот это интересно. На боссах, да, интересно. Да, у боссах шаблон, короче, можно запомнить. Если вы побежите в комнату, то за вами враг не побежит. Говорит, можно пройти мимо него, забежать в комнату, и противник останется в комнате. Он, кстати, не подобрал этот бриллиантик. Там в печи, короче, лежит бриллиант. Ну или как он там? Бриллиант вроде. Брюлики лежат синие в печке. Он что-то не стал брать. Он мог еще крыс завалить, там это получить. Пройти, что ли, резик второй еще раз. Синий рубин, да-да-да, рубин синий. I actually accidentally upgraded the knife there, although later on in the run, we do need to upgrade that, so you should have a little bit more money than me if you're following along. Он говорит, случайно проапгрейдил нож, что-то. Он хотел оружие увеличить урона, а увеличил урон ножа. Ему надо было починить нож. Нужно проапгрейдить нож для сражения с краузером. So when we come down here, we're going to smash this barrel, jump into this building. There is a yellow herb here. There's also a first aid spray at in the back of this building that I'm standing in, sort of the back right corner. If you're judging. Кстати, хорошая идея продавать все эти спреи. I didn't know it was there at the time, so I just left it. Look out for any enemies that are pushing you. Be ready to parry. Ну, почти получил урон. Геймплей на кончике ножа. You want to really look out for the dynamite guys here. And if anyone is throwing one at you, just get away from it as quick as you can. When you come into this building, we're going to shotgun this guy in the face and open up this locker because it has a flash grenade in it. That flash grenade is always there. Флеш-граната всегда в ящике, и этого чувака нужно убивать в комнате. Не забудьте убить динамитчика, который может заруинить ваш забег, поэтому его нужно убивать всегда. These villagers are quite weak, so if you just hit your shots with the shotgun, да, по-моему, все эти противники умирают с одного с дробовика.
Если не можете попасть в динамитчика, взорвите эту бочку. На боссах увернуться не всегда выходит. Но значит, у него получается всегда. Вот и флешка пригодилась. Посмотрим на скилл. Да скилл-то, наверное, приличный. Я не знаю, погодите, я категорию, наверное, на этом сменю. А, ладно, ни хрена не буду менять. Просто на Твиче может категорию сменить на этот Resident Evil 4. Рауль! Рауль! Gillette! The best a man can get! Рауль! Меня прикалывает собирать все плюхи. Мне тоже нравится, но они... Но если слишком часто это делать, то игра задолбает. Рауль! I don't want to bother with any of that. I just kind of want to do everything. And really the hardest part about that, even though Leon has stuff like... Ой. I nearly got grabbed by that guy. Look out for that guy if you're stabbing the first dude. Что-то он на кончике, на лезвии ножа ходит. Ashley's armor. Ashley's armor is so valuable in this difficulty just because enemies will take her out so easily. Even though Leon has stuff like accessories that make him take less damage. Он что, предлагает это использовать броню на Эшли, что ли? Но это чит. Сколько у него патронов на этом дробовике? Он вообще не заканчивается. Alright, so in this area we've got a sapphire. We're gonna get rid of this bear trap, also shoot the plank, shoot the lamp, and you get another pearl pen. Ну, тут он ничего интересного не рассказывает, он просто комментирует, что происходит на экране. Говорит, обойдите этот стол, этот мистер с пилой побежит за вами, затем вы бежите к мини и под ней проходите. Там он пропустил гнездо глухаря с патронами. It's really simple. We've got a ruby in this drawer, and there is a small key over here on this thing in the corner. Let's go ahead and grab that. So we're going to go around here. We've got to open this up. The solution to this puzzle is always the same. It's crops, pig, baby. Что там, всегда одинаковое решение для загадки. Что-то там какие-то кропс, свинья, ребенок. Что за такое кропс, не знаю. Какие-то зерна. Да, а когда... А я не понял, когда он успел продать хил. Забыл взять предмет. Сейчас выйдет монстр. Я стою за столом, чтобы он до меня не добрался. И все нормально, чики-брики. And up here there is a red herb. There's also 1,000 pesetas next to the puzzle we just did. Make sure you grab that as well. Вот откуда у него деньги на все, что он покупает. Он просто продает траву. Kind of just need to move it down and turn it around 180 degrees. There's some pistol bullets in the corner that are always there. Эшли очень ломает игру, мне кажется. Да не, нормально, мне понравилось, Эшли. Если ее цапнут, то как бы да. Да нет, почему? Ты же можешь убить. Если ее глава деревни поймает, то тогда да. А если ее ловит обычный, то можно же его подстрелить. Про гнезда относительно недавно узнал, теперь высматриваю все внимательно. Да, вот, смотри.
to be fair, there's not a lot of danger up until that point. So it's kind of tedious sometimes if you save at the beginning of a chapter and you need to run back all the way to the point where you've actually got to do a bit of action and then dying there and then having to loot up again and going back and redoing it. It can be really tedious. So it's a good idea to save after you've done a bunch of that. Although that can save time because you kind of get quicker at moving through Интересно, stuff а and чё он doing собаку things and отпустил? doing sort Обычно of собаку не remedial отпускают, stuff that потому что takes a little bit more time with понадобится going up больше originally you were going. выстрелов в Эль So Гиганте. when you come down here, there's a crow that lands. You Если can проходишь stab it на if S+, you want или to. спидран, то Эшли And ломает. Но when если the на rock спидран, tower там explodes, на if you спидранах, aim короче, ну да, Leon's gun, ломает. he'll get released from the animation of him being stunned. When you come in here, get the shotgun ready, just in case that woman is causing you trouble. But you can just run past her. If you want to shoot her, though, that's fine. I like to just run past her and go to the left and jump through the window. If you want to be a little more safe, just shoot her in the face, then jump through the window and shoot the other guy in the face. When you come through here, open up that box. It's got a viper in it. You want to get these vipers for a merchant request that we're going to be doing along the way. There's a couple of boxes to smash, a couple of cupboards to open. There is a treasure above us. Погоди, он хочет сдать змей или хочет продать их? Alright, so all of this stuff, there was a first aid spray there, some shotgun shells, we've got a barrel here to smash. The merchant is here, there's a couple more barrels next to him. Так, что он продает? Sell up the pearl pendant, the А, да, он змей blue. продает, короче, и First aid хил spray's продает. getting sold as well. I'm buying the flash grenade recipe, that's really important, make sure you buy that. Убедитесь, что взяли флеш... Plenty of flashbangs throughout this run. рецепт One thing для that's worth крафта mentioning for me is флеш-гранат. that, I do merchant requests throughout this run. We're about to do our first one in a minute. When you come into the graveyard, don't shoot any crows because we want to sneak up on this guy and stab him. Because right next to him is the first merchant request that we're going to do, and we just need to stab these two gravestones out. Не стреляйте по воронам, чтобы убить этого чувака, иначе он не даст нам разбить эти на надгробиях. I don't really use the spinels or the spinels. So if you need to buy something with the spinels or the spinels, so I'd say you hold off for a little bit because I think I buy like the gunpowders. But I have I think around 30 spinels left at the end of the run. So one thing you can do if you're struggling for money and you're not quite in the same place as me, maybe because you're using heals that I'm not using and selling to the merchant, you can always get stuff with the spinels or spinels, I'm not sure how that's pronounced, but you can get those and then sell them to the merchant just to get a bit of extra money to help you out. Он говорит, что если вы будете играть по моему гайду, то у вас может не хватать денег, потому что у меня... Потому что я продаю все хилки и получаю много бабла, а вы можете как бы играть без продажи лечащих предметов. Поэтому денег может не хватать. Задание продать 3 змеи. Да, точно, он их продает. Чтобы спинель получить. Be ready to disarm the trap here. If you want to, you can wait for the enemies to run into it and then shoot it to blow them up after you've disarmed it. But I kind of don't like to do that. I just like to keep running, leave them alone. Здесь собаки будут. Он говорит, можно было подождать, когда противники подойдут к взрывчатке, затем ее подорвать, но... Говорит. Вот она, флешка. Можно ачивку здесь получить с помощью флешки. One of the medallions that we need to get as well. The other medallions we're going to come back to in the next chapter, but this one we want. Одной флешкой взорвать всех ворон и получить достижение. I just like to get it here because we're looking up anyway to get that treasure. All the loot from these crows kind of helps out a bit. There's got a bunch of gunpowder. You'll get a definite grenade and a ruby. You'll also get a ruby from the lantern, but you should get some gunpowder and some pesetas from them too, which is just nice. Just nice to have extra loot. If you're speedrunning, that's kind of. Можно получить с этих ворон много пороха. Порох нам пригодится. Stuff to make flash grenades. So when you come to the merchant here, there's a hexagon piece right there. You can save it in this room. If you want to make your first save here, I wouldn't blame you.
This is the next area is kind of the more difficult place to deal with before Del Там Lago. экшена мало, я думаю, нет смысла в полном 3D. If you want to brave it out, that's fine. Не, нужно делать But на I would этом recommend движке saving первый before резидент. Del Будет Lago, круто. 'cause it's real easy to die on him. And if that's your first save, I'd say you're in a really good spot for the rest of the run. I'll try to mention areas that are difficult. Он and говорит, should be saving. перед этим сегментом лучше But, yeah, сохраниться. I feel like before Del Lago or before this fishing village is where you want to save. Don't do both, one or the other. But just bear in mind, if you save before the fishing village, you're going to have to go through it and then deal with Del Lago. Alright, so coming in, running past all those enemies. Потому что gonna можно disarm this сдохнуть and в этой run up деревне, to вот в этом down. сегменте деревни, Kinda run straight into и a либо wall charge, but сдохнуть if we go на back and shoot the trap and Дель stun Лаго. those enemies for a second, shoot off this padlock, Поэтому лучше сохраниться перед get этим, our boat fuel. перед этим сегментом. Right. And there's a chicken egg there as well. Сделают новый ремейк, как 2 и 3. Будет круто, надеюсь. Да-да-да, сделают первый ремейк, как 2 и 3. Мне нравится. Мне все современные игры, современные резиденты нравятся. Вообще круто. Круто. А крайняк можно сделать по стилю Дино Кризиса, полустатичной задники. Да не, зачем? Зачем? Нужно делать полноценную игру трехмерную. С таким же управлением, с такой же физикой. Then it will just bounce off of you, which is kind of nice. So these enemies can be really annoying on the way out by the ladder. So I like to use the shotgun just to push them back if I can. Although for some reason they kind of weren't looking at us. They were looking in a different direction. You may be thinking I've missed a lot of loot in this area, but in chapter 4 I spend a bunch of time looting. It's probably one of my longest chapters, but it's because I go around and loot a bunch of stuff in chapter 4 just so we have extra stuff. В этой главе я мало лутаю, но зато в 4 главе я буду обходить все места, чтобы залутать предметы. So I spend a little more time on that chapter just so I can get a ton of extra loot, which will definitely help you out if you're just trying to follow this. So we got another yellow herb there. Make sure you don't miss that yellow herb that's in that little shack. Не пропустите желтую траву, если хотите продать килку по завышенной цене. That many of you may not know about. If you sit down in between each harpoon throw, Leon actually throws harpoons faster, so you can hit him with more. Also, if you, I didn't really do it here, but if you swing around to the right of Del Lago, you can hit him a lot easier. You'll find yourself a lot closer to him. Говорит, если плыть правее Дель Лаго, то гораздо проще попасть по нему будет. Hit him as much as I can. This fight is not really a lot of fun to do no damage. Сложный файт для прохождения без урона. Even though I could technically say if the boat's getting hit, that Leon isn't getting hit, like I'm not taking any damage to Leon's health, I still feel like I should really do it without the boat getting hit, which is what I wanted to go for, so that's what we did. Если бы даже меня этот Дель Лаго ранил, то технически у Леона бы не отнялись жизни, но очень хотелось пройти этот сегмент так, чтобы лодка не получила урона. Что у меня и вышло. У него тактика не получилась, как у спидранера, по которой играют спидранеры, и понадобилось гораздо больше времени, чтобы убить Дель Лаго. Но все получилось, говорит. Короче, тут по спидранерской тактике нужно в него нахреначить столько этих копий, как они называются-то, гарпунов, что до того, как он нырнет под воду, потому что когда он ныряет, он восстанавливает жизни. Вот. Поэтому, если не получилось его убить быстро, придется его долбать 2 часа, потому что жизни он восстановит себе. Вот так, такая. Вот эту фишку
Вот эту фишку я знаю, про то, что Дель Лаго себе жизни восстанавливает при нырянии на глубину. But if he makes it to the second cycle, it's like he gets a bunch more health. And you have to hit him more. It is very frustrating. It's a difficult fight. Also, from what I've heard, it's easier to hit him on a lower frame rate. But I'm keeping this run and the previous runs that I've done to 60. Just so that anyone playing on console can kind of follow along without there being any frame rate memes, you know? It's a big thing when you're actually doing the speed run. I don't mind doing it for real speed runs, but doing it for stuff like this really doesn't bother me. Alright. He's got to be close now. I'm pretty sure he's close. Come on. Come on, come on. Couple more should do it. We ain't got a lot of time left on this video, so... or this chapter, so... should be real close. Come on, mate. So difficult to hit when he's doing this jump and stuff. I just missed him a ton. Тяжело попасть, когда он прыгает. There we go. About time. Beautiful. Поэтому я часто промахиваюсь. Но глава завершена. There it is. И мы победили. Okay, so chapter 4 then, couple of cutscenes to skip at the start. Это какая? Четвертая глава? Четвертая глава. One of the longer ones in the run, but unfortunately it just kind of focuses on going around and getting the loot, getting as much. Говорит, длинная глава. This chapter really sets you up for. Потому что здесь нужно собирать много лута. Backtrack into different areas. I don't actually get it all. I get a bunch of it, but there's a ton more that you can get in this area. And a lot of it's just worth getting. I think this chapter takes around 25 minutes, although if you want to do it quick, it can be done in like 10. However, if you just rush through it, you'll find yourself with a lot less money than me. Можно пройти главу за 10 минут, но если вы ее пробежите, то получите очень мало денег. Потому что здесь на карте много лута находится. Опасные моменты для спидрана — это вот на озере или на рельсах с Луисом или Эшли. Опасный момент для спидрана — это Дель Лаго, действительно, на озере. Потому что если ты его не убьешь быстро, если ты промахнешься хотя бы один раз, то спидран уже мертвый. Потому что там 2 часа будешь... Ну, никто не будет продолжать спидран, если промахнется копьем по Дель Лаго. Там слишком много времени теряется. So in this section, we've got 2 heads that we need to collect in order to solve the puzzle. One of them is full of enemies, one of them is not. So I'm going to do the one that is full of enemies first, and that's the thing I like to do pretty much straight away in this area. I do want to come to the merchant first though, just to get a couple of upgrades for our rifle using the money that we've gathered up so Он хочет ружье проапгрейдить у торговца. Так, он желтую хрень взял, чтобы продать траву, понятно. 10 тысяч. Chicken egg can go as well. That brings us up to 74k, which is really nice. We can get the case upgrade, Ружье взял. the snipe, get the scope as well, and then we can upgrade the rifle twice. Апгрейдим ружье дважды. Устанавливаем прицел. And we're in a good spot with our rifle already. Super important to get that rifle upgraded, just because during the El Gigante fight, it's very, very powerful. Нужно обязательно проапгрейдить урон ружью винтовки, чтобы сражаться с Эль Гиганте, потому что винтовка наносит туевую кучу урона. Без нее будет тяжело с ним сражаться. Happy enough to try and run past them to get to the puzzle and solve it, the solution's always the same, so it will be the same for me as it is for you. But yeah, you do what you think is best. I like to wait right here for a second. This guy has really weird pathing,
Вы, говорит, можете пробежать мимо всех противников и решить загадку, потому что решение всегда одинаковое. Говорит, но мне нравится посидеть здесь в крысу, чтобы зарезать этого чувака в спину. In that box that we smashed that's kind of next to him is always a flash grenade. Make sure you get that. And then we've got Если вообще один удар и все. What I'm trying to do here is get the other guy to come out so that I can blow up the dynamite and get both of them. Подождал, когда второй чувак выйдет, чтобы взорвать динамит. Doesn't want to aggro just yet, so we're just going to chill. Pick him off with the pistol. We have got a ton of pistol bullets. У нас тонна патронов для пистолета. Professional is just to get good at parries. Parrying those axes that get thrown at you is actually pretty easy, but later on there are some parries that can be really tricky with bosses, especially Krauser. Krauser is not a lot of fun to deal with in this. So with the upgrade that we've just got, most of the time when you shoot a Plagas head, just missing those shots, I don't know how. When you shoot a Plagas head with the rifle, здесь, кстати, на профессиональной сложности уворачиваться, отбивать атаки сложнее. Тут, короче, можно только идеальный додж сделать. Типа, как на других сложностях, меньше времени дается на то, чтобы... You kind of have to stand in it for a couple of seconds for your health to actually get affected. So as long as when someone throws fire at you, you just move out of the way of it quickly, you won't take damage. Something to bear in mind. Эша не боится первого удара от мобов, но во второй удар она не выдержит. Также она умрет от первого же выстрела, который сделаешь ты. Да, снова привет, Олег. Почему западные видосы смотрим? А потому что россияне ни хрена не снимают. Поэтому приходится мне вот снимать иностранные видосы. Приходится воровать чужой контент. Я сейчас, короче, запишу... Запишу вот это прохождение и на свой канал выложу. Иногда здесь один чувак превращается в Лас Плагас, а иногда два. Когда их двое, это тяжелее проходить. Один удар с меча и умерла. Олег будет первым русским. Первый русский, укравший контент. Слушайте, а почему бы мне это не записать? Зачем мне проходить, когда я могу записывать контент? Россиянам даже игру не дают купить официально, да. Здесь мы спустимся, чтобы сломать бочки, и вернемся назад. Затем, чтобы противников обойти, наверное. Постарайтесь не использовать флешки, потому что это очень ценный ресурс. Если вы видите то, что я использую, флешку, то, скорее всего, я просто запаниковал и использовал ее не в нужном месте. Вот так. Можно сказать, что это прохождение озвучить и выдать как за свое. Ну нет, ну это перебор. Выдать за свое, это, конечно, вообще. На меня пожалуются, и все. И забанят меня. Хотя вряд ли забанят, просто удалят. Думал, тут Оксижен, а тут мафиози. Не, у нас сегодня просмотр
скина под названием Resident Evil 4. Grab that, and this is an Alexandrite, I think. Yep, there we go. It's a relatively rare gem. Good to get this early on. And with the gems, there are a couple of Кстати, у тех, кто treasures не we get купил игру, throughout the сегодня run. You праздник. В can sell магазине for Хатаба mega сегодня money, выложили so it's ломаную just worth Эмпресс-гамму. Да-да-да, copying me to выложили. make sure you get these Там treasures. уже десятки Although тысяч again, by the end of the скачиваний run, игры. I end up Я на with рутрекер way зашел. more stuff than I need. But that's kind of intentional. I just wanted to make sure that if anyone does follow this, it's followable. And it's not just something that, you know, only worked out for me. Like there will Люди be уже, worth короче, это. plenty of money by the end of the run. So in here we've got an Alexandrite, a barrel, and round the back is the red 9. If you like the red 9, you can use it obviously, but I'd recommend only keeping one pistol. So if you're going to keep the red 9, sell the other pistol that we've got right now. But I just sell the red 9. Later on I get the black tail anyway, because it's like the best pistol in the game. Blacktail — самый лучший пистолет в игре. Если вам нравится Red 9, используйте Red 9, но я рекомендую использовать только один пистолет, а остальные все продать. Поэтому мне не нравится Red 9, я его продам. Не продавайте золотое яйцо торговцу. So make sure you keep it until then. There are 2 golden eggs in the entire game, and we're going to get them both and use them to kill a boss. Мы будем использовать 2 золотых яйца, которые получим, второе яйцо получим дальше, и используем их 2, чтобы убить босса. Не используйте яйцо и не продавайте его. Сохраните его до файта с Рамоном Лазаром. Надо скачать, потестить, если запустится, куплю потом. Я с начальным полностью прокачанным пистолем бегаю. Ну, видишь. Он говорит, Blacktail — самый лучший пистолет. Я прошел с этим, с Матильдой. Сейчас. Погодите, бабосы крутятся. Мы с вами сегодня до 3 часов ночи здесь зависли. Яйца теперь как оружие юзаются, да-да-да. Золотые только. С золотыми яйцами можно босса убить. Я не знаю, зачем это сделали, но типа рофл такой, вот так вот. Now that that's done, I think we've got one more little area to go to. That was really good turning by me there. Just, yep, the drag on the wall of shame, mate. So across the lake, there's a bunch of little barrels. You may have seen me smashing them on my way out from collecting that treasure earlier as well. That was intentional just because there's big lines of barrels there that you can smash up to get. Не насиловать свой вин записью. Что это значит? Get a couple of thousand by smashing them all, so kind of worth. Right, so all the way over here then is where we need to go. And as you jump off the boat, this is kind of where we got on the boat to fight Dalago. There's a blue medallion right there. Okay, so we're gonna go up. Так он что, это, медальоны будет уничтожать или что? Куда он полез? Я сюда не возвращался вообще. And around here. So we're going back to this area to collect all the loot that's here. А, смотри, какой он хитрый. Nothing that we grabbed out of the fishing village. And there's like a definite grenade here. Смотрите, какой он хитрый. Он вернулся в территорию, где были враги, он их всех заэвейдил, а теперь вернулся, чтобы собрать лут. Вот это трюк. One of the merchant requests done, so pretty much while you're here, just be on the lookout for vipers everywhere. I think I get 2 or 3 out of it. There is, as long as you get 1, you can get the merchant request done, because there's 1 more that we can get on the way back to the church later in this chapter. Здесь можно найти змей, так что вы смотрите внимательно на воду, можно получить бонус от торговца, продав ему 3 змеи. And if you're really struggling for money and you don't care about time, bear in mind you've got to beat the game in under 5.5 hours to get the S+. But if you're just going for beating the game on professional, you don't really need the S+. So, but someone said to me, Смотреть выше. somebody said that
achievements don't stack. So if you beat this on 7 S+, you вечерочка, won't Олег, get чё the как? hardcore Здорово, S+. Серега. Да, нормально, Achievement or потихонечку. trophy, that isn't true. Вот мы сегодня Because смотрим прохождение literally in the run Resident I Evil did, I haven't even played the game on 4. hardcore mode. I've only played it on professional, standard, and assisted. So, and I got that achievement for hardcore S+. I haven't even done a hardcore playthrough, so I know that 100% isn't true. So if you are trying to get the professional S+ to get Peerless Agent achievement or trophy and the S+ rank investigator achievement or trophy, you will get both of them from this one run, assuming you 4 часа идет with an S+ прохождение. rank. Это, For them to кстати, rank in, make sure you Жека, get the это slot key бородач and с того barrels видео and that 26 was бит. another box to send them. Деанонимизируем. Was Дианон just проводим. making the most of getting everything. The other Репаки hexagon попёрли pieces is 4-го also down реза. there. Make sure you grab that. Ну, It's a нормально. big treasure. Сейчас я видос And we get for выпущу getting all и three of those is worth like схвачу 15k, which is really, really good this early просмотров. on in the game. We'll just Сколочу on this, so просмотры. be very careful here not to set that off. I really thought I was going to set that off there, but we didn't. Coming down here then, I think this is the last thing. Bar one we want to Я collect брит. is like a barrel. Ты of ровный, we can как collect попка as well. младенца. I know it's kind of long to do all of this stuff, and you can Бородач definitely save зашел yourself к a нам. bunch of time. Not sure what I was Бородач. doing here. I don't know if I missed something. Oh, I did. Рома Бородач. I remember now. Yeah, I came back for it. Make sure you grab this hexagon piece. At least you guys get to see where it is. And there's also a medallion here as well. This will be the last medallion. Good job I came back, man. Almost forgot that. So let's destroy the blue medallions too. And that hexagon piece, like I said, that treasure's worth 15k. And it's really worth getting. Blue medallions, for me, they're not really necessary. 50 тысяч. I didn't really know how the end of the game was going to work out for me loot-wise. And I could have, if I wanted to, by the time I got around to like chapter 9 or 10, just sort of started absolutely slamming through the game. Че он бегает туда-сюда? Но он собирает лут. Он говорит, то, что без лута вы хрен игру пройдете. На профессионале, говорит, без лута хрен вам, а не прохождение. Поэтому нужно собрать как можно больше полезных вещей. Он еще говорит, то, что он сразу предупредил, что в этой главе он будет долго бегать, потому что... О, блин, так просто. Смотри, так просто загадка решается. Повернул 2 раза левую, правую, верхнюю, и все. Это, говорит, самая длинная глава. Другие главы он будет быстрее проходить. Здесь очень много лута, и поэтому лучше собрать его, чтобы было проще играть. На боссах кучу ресурсов оставляешь вообще до хрена. Here I didn't have enough space for everything. I'm pretty sure I had to discard an egg or two and maybe a snake just so that I had enough space. I ended up with 4 vipers, which is too many, and we needed 8 slots here. So I think the vipers take up... Не знает, что выбросить, яйца или змей. Eggs take up 2, and I've already got 2. So I'm pretty sure... Did I have to discard 2 vipers? I honestly don't remember. И, походу, 2 змей он выкинет. Да нож выкинь, нож. Вон у тебя нож поломанный, чувак. Погоди, он может отправить... Он пушку может отправить в этот... блять, встав в ящик. Может отправить пушку в ящик прямо из инвентаря и место освободить. Он что-то затупил. Он либо не знал, что такая фишка есть, либо немножко затупил. Полчемодана придется выкидывать для этого карася. Да-да-да. Нет, тут, короче, такая фишка в игре есть. Ты можешь из инвентаря отправить в ящик, в сумку любое оружие во время игры. То есть не надо возле него стоять. А он, походу, не про... Ну вот, теперь знаешь. Да. То есть, если у тебя места не хватает, а ты не к боссу движешься, а лут собираешь, отправляешь любое оружие в ящик и собираешь лут, а потом, когда у этого, ну, в печатную машинку, по-моему, она отправляется,
А потом, когда ты возле этого торговца к торговцу подходишь, там в печатную машинку заглядываешь и все, и подбираешь все, что отправил. Выбор реалистичный сценарий. Да-да-да. Я, короче, решил английские ролики воровать. Смотрю иностранные видосики, комментирую и выкладываю как свои. But just make sure you're managing the number of saves that you're on. So we're selling the antique pipe, the depraved idol, brass pocket watch, everything we can. Так, что он продает траву. Let's see what else we can sell, if anything. I think. И зря качал скилл английского. Вот тебе теперь контент непаханный. Да, вот контента до хрена. Так, что он там СМИ продает? Red 9. Ремонтирует ножик и улучшает винтовку и пистолет. Винтовку-пистолет. На профессионале, короче, все апгрейды разблокированы с самого начала. Можно... Так, маску взял и рубины. So I wouldn't sell the treasures that don't have gems in them just yet. I would keep hold of those because one thing that's really important throughout this run is to get rocket launchers in certain areas, and they cost 160k throughout. Нужно собирать все драгоценности, потому что в этом забеге мы будем использовать ракетницу. Если у вас не будет бабла, то не получится ее купить. Поэтому приходится бегать и собирать все. Кидаем гранату, стреляем в башку. Можно залутать предметы. Когда он подходит хватать дом, убегаете, кидаете гранату, заходите в другой дом, лутаете. Он подходит, ждете, когда он будет хватать, выбегаете, и все, чики-брыки. Снова гранату кидаем. Теперь можно кидать флешку, чтобы он не разбежался на вас. Ждем, когда червяк вылезет. Стреляем разок, бьем ножом. О, блин, у него нож сломался. Вы можете сразу запрыгнуть к нему на спину и ударить ножом. Но мне нравится сначала пострелять в червя, а затем добить его ножом. Промазал. 50 на 50, он может бегать за собакой, а может бегать за вами. Alright, and you know, if you are sort of waiting just before doing this fight, you can backtrack to the merchant and save it there. Alright, if he does that beat in his chest thing, it means he's about to charge at you, so make sure you run out of the way. Так, если он начинает бить в грудь, то он будет разбегаться на вас, и это сигнал, чтобы отойти в сторону. Нужно, короче, дождаться, когда он закончит свой крик, и слишком рано не кидать флешку, потому что она не нанесет урона. Дождитесь, когда он там покричит, побьет себя в грудь, затем кидайте флешку, и она хренанет по паразиту, который наверху. Вот так вот. Ну, на самом деле, спидранеры как-то быстрее справляются с этим гигантом.
it should make it a lot easier for you. In this box, you can find a Viper. It's an easy healing item if you need one, but also you can sell it to the merchant for 1,000. В этом ящике змея, можете ее использовать для того, чтобы отхиляться. Прикольный предмет, чтобы лечить себя. А можете продать ее торговцу. Новости Терешина. А я... Кирилл Терешин? В смысле, какие новости? Ты о чем? So you essentially gain control of Leon while the cutscene's still going on. All you need to do is aim, and yeah, you can shoot the dog before it gets a chance to mutate or anything, and it just makes the section a lot easier. Alright. Нужно собаку замочить, прежде чем она мутирует. Это облегчит прохождение этого сегмента. To put together. I just want to say that, like, it took many attempts to do these chapters, no damage. Wasn't easy at all. Some of them were much harder than others. Just because of the way my saves were structured as well, like doing it chapter to chapter. Что-то краем уха слышал, как ты его стрим смотрел. Decent chunks of the game without saving. Ну, что-то там я посмотрел 2 минуты. Он живет, короче, в Таиланде или где-то там. Many failed attempts that me and my stream chat had to endure, man. It took a lot of time. If you're one of the people нормально себя чувствует, бабки зарабатывает, все, бабло мутится, девки крутятся. Чувак живет на широкую ногу. Таиланд отлично, да-да-да. Так, мы дошли до 5-й главы, ребята. Chapter 5. So we start Chapter 5. Right. Smash this lantern to get a yellow diamond. Nice and easy. Интересно, а урон, если наносится урон Эшли, это считается за урон Леону? Как сейчас без визы в Таиланде рассчитываться? Ну так он там это местную, ну да, только нал. А я, кстати, не знаю, как это все работает. Если он бабки получает со стримов... ну, возможно, знаешь, у него какая-то иностранная виза. Зарубежная, да? Со Твича ты будешь выводить на свою кредитную карточку зарубежную. И, собственно, там же ей расплачиваться. Я не знаю, откуда он деньги берет, честно говоря. Там. Что, думаешь, он в России работает, что ли? Да. Не знает, что такое работать. Сейчас будет тяжелый забег. Эшли будет мешаться. Я думаю, что без прописки визу не сделает, да? Ну, наверное. Прежде чем выбежать, посмотрите, что чувак идет в другую сторону, иначе он вас заметит. Этот чувак, который на нас напал, его можно было зарезать в спину, но он нас заметил, не получился трюк. Just will restart the chapter, just because it's right at the start. It can be a little tedious to do that first bit again, but it's just worth it. Но фокус не удался. Купил левую карту и выводи. Левую карту? Я у тебя потом спрошу, как это сделать. За рубежом? В смысле, за рубежом, короче, купить левую карту. Проходили, как только сумму скопится, левая карта обнаружится хозяин. Not going to upgrade the shotgun too much because we're going to get the riot gun eventually. But having a little upgrade on it is nice. So, again, this is another enemy we can stab. We sort of want to hug the left when we come out of the church door, and you can run up on him and stab him. If you are going to do that, just make sure you're really close to the enemy before you do it. So right here, we need to wait for Ashley to open this door. That lets us know that she's close enough. And then gun it straight out of the door, past this enemy. Так, пробегаем мимо противников прямо к лестнице. If the ladder isn't up for you, which can happen, you want to look for one that is. Otherwise, you're going to have to go through the house.
Если лестница не поднята, то нужно пробежать через дом и, возможно, использовать флешку. Ну, говорит, мне повезло, лестница была поднята, и поэтому я быстро поднялся. Ну, слушайте, он довольно четко прошел сегмент. Говорит, если вы пройдете через эту дверь, чувак, который схватил Эшли, ее сбросит. Попытаемся зарезать этого человека. Все нормально. Получилось. Иногда можно получить... Иногда получится зарезать даже этого чувака. Кидаем флешку, чтобы она попала за забор и ослепила сразу вот этих всех чебуреков. И мы можем пробежать мимо легко. Нужно у проверенных покупать. У проверенных... Так, что посмотрим. Забираем лут и заделываем окно. Блять, что это такое? Шкафом. Если вы хотите быстро пройти этот дом, то можно одним выстрелом через окна пристрелить сразу несколько противников. Я решил выбрать сейвовую тактику и почилить на лестнице. Блин. Меня этот топор аж напугал. Лучше стоять на этой лестнице, и тогда вам не получите урона, потому что в начале этого сегмента противники не могут попасть на второй этаж, а только поднимаются по лестнице, и поэтому... О, а все-таки могут. Он говорит, иногда нужно оглядываться назад, потому что может вылезти этот чебурек и со спины вам жахнуть. Как правило, в любой диаспоре найдется такой человек. Но как ему можно доверять? Я убиваю противников, которые перелезли через окно, потому что хочу получить лут, но можно отстреливать их прямо за окном, но тогда не получите предметики, выпадающие с них. Гранату кидай. О, он как раз гранату сказал. Можете, говорит, гранату использовать. Нифига у него патронов. Насобирал. Слушайте, 75 патронов накопил. Что я неправильно в эту игру играю. У меня там по нулям все время, а у него наоборот лишние. There's one of the boards on the window. We got this guy with the spade, another guy who climbed up the ladder, the sneaky git. Shotgun time, methinks. Yep. Push that guy back. Sometimes enemies will get distracted by Luis and go after him as well, which is kind of nice. Иногда противники будут отвлекаться Луисом, и это прикольно. И это прикольно. Couple of handgun bullets should finish him off. He's being tough. There we go. Quick parry. Another parry. Another parry. Oh my god, the parries. Alright. Cheeky reload. More people throwing projectiles at us. Что-то у него доски не выпадают долго. Здесь можно быстро... А, у него там уже выпали доски. So at this point, you want to do your best to get downstairs if you can. Is that other board? I'm going to try and board up the window.
We can stab this guy. Не успел No, зарезать. quick enough apparently. Alright, so let's use the shotgun to clear out this area, slap the boards up. Когда начинается вторая фаза боя и несут лестницу, лучше спуститься вниз. So you can use the table to keep some distance between you and the Используйте enemies if стол, you want to. чтобы держать дистанцию от Just противников. pick 'em off. If you feel like you can get some pistol shots in, obviously do it. Если можете с Just be careful, пистолета, because these guys will убивайте. rush Если не around можете, то very можно quickly. использовать дробовичок. Just kind of panicky at this point. Definitely worried. So if I can get the stab off here, there we go. Right, so we should have the brute coming real soon. There we go. While he's jumping through the window, it's a good idea to use the snipe. Hit him with a few shots, because it does mega damage. Убиваем его с винтовки, потому что она у нас прокачана. Кидаем флешку, чтобы на нас не разогнались. И режем его. Режем свинину. That'll stun him out of his attack that he's going to do that is really frustrating to do anything about. If you can, grab the emerald from his body. Забирай. Can't Забирай. worry about it too much. I didn't manage to get it, but it does help to get it. Все, глава завершена. Okay. Он проходит с бонусным оружием, я только сейчас заметил. Да нет, So, без бонусного. in my opinion, this is the hardest chapter Ты чё? in the run. For me, at Ты, least. ты что такое говоришь? Really want Что to, происходит? you Ты may меня не be able to пугай. stretch getting a rocket launcher for Mendez here, although I would recommend not doing it because using the money that we get from everything we've gathered so far can just help us get some better weapons, strong stuff. Так, можно, конечно, говорит этого Мендеса пульнуть с ракетницы, но я не рекомендую этого делать, потому что лучше проапгрейдить оружие, которое нам в дальнейшем пригодится. Продаем все барахлишко, проапгрейженное, дробаш, меняем на новый и апгрейдим ему урон. Также берем порох из пороховниц. You can walk here if you want to, don't bother running into this area, you might alert the enemy that's just in front of you. And if you can see the sort of flames, or the guy with the flaming torch. Чувак с факелом. Ждите, когда он повернется спиной к вам, тогда можно его убрать по-тихому. Вот так. Определить, что он повернулся в другую сторону, можно по огоньку, который видно через доски. Press your reload or aim button to pull out the shotgun quick enough so that when you come out of there, you can shoot the lady with the crossbow. Так, дробовиком нужно убрать бабу с этим, с арбалетом, а остальных можно за флешкой забить, заэвейдить. И все, как только вы пробежите через ворота, противники от вас отстанут. I tell Ashley to back up here because if she's too close, she can get in your way and just basically cause you to get hit. So, just be ready to move back because he can sometimes. Будьте готовы, что этот чувак мутирует, и если вы будете стоять слишком близко, он вас зацепит, поэтому лучше заранее отступить назад. Sometimes you'll get lucky and you'll knock him down and get the chance to run in and stab him. But just be ready to move out of the way of him. So this part is kind of tricky. This whole chapter is pretty tricky, to be honest. Это довольно такая непростая, говорит, карта, потому что здесь могут быть такие неожиданные вещи происходить. Если быстро пробраться по лестнице, можно зарезать этого чебурека. Держите Эшли подальше, если она будет рядом с вами, то может получить урон.
and a few other little things. Блин, ну игра долгая. Даже это... Даже если ты просто пробегаешь ее, это много времени занимает. Craft up a flash grenade. We really need to make sure we have a flash grenade for this area, so make sure you have Убедитесь, one что вы crafted. скрафтили достаточное количество флешек для этого сегмента, потому что мы будем их использовать. I do end up with a couple of grenades left at the end of the run, but they're so valuable, especially flash grenades and also the large resources. If you've got enough rifle ammo here, if you've got a bunch of rifle ammo, don't worry about crafting some like I did. I crafted some rifle ammo, which costs a large Говорит, я скрафтил патроны для ружья, но говорит, если у вас много патронов, то вам крафтить не обязательно. Я много ресурсов потратил на то, чтобы скрафтить патроны. Прячем Эшли в шкаф и стреляем по правой. Easiest or the most important thing I can say to you here is hit your shots. If you can hit her with 3 shots and then turn and shotgun the dude in the doorway when he bursts through, that's really good because you can back up, switch back to the snipe and hit her with 1 more shot to kill her, and she'll always have the crank. And then we just need to avoid the other chainsaw lady, clear out the doorway with a shotgun, get out here, make sure Ashley is following you at this point. Короче, он просто комментирует, что происходит на экране. Короче, дробовиком там раскидываем туда-сюда противников и кидаем флешку, выбегаем на улицу и крутим ручку. Опа, успел. Она и так успеваем открыть дверь, прежде чем эта чейнсоу за нами отправится, и Эшли выбегает за нами. Все. Иногда они пробегают через дверь. Ну, я не понял фишку с Эшли. По-моему, говорит, они не всегда ее бросают, поэтому нужно вернуться назад, подстрелить этого противника, который ее тащит. Сложная секция. Стреляем из дробовика по этим чебурекам. А когда эти побегут на нас, стреляем по бочке, взрываем. Здесь впереди еще парочка. Стреляем из дробовика, потому что у нас дохрена патронов в дробовике, которые мы насобирали. И все. And you're not reloading in the middle of the fight. So, if you did save at the end of chapter 2, like I mentioned earlier, this is a good point to save. Like, if you're keeping говорит, здесь хорошее место, чтобы сохраниться, потому что будет сложный бой. You should be good to go with your saves, but it's a good idea to save before this fight because it sucks. It absolutely sucks. Это, говорит, отстойный бой. Лучше сохраниться перед ним. Но так как я крутой поцик, я не сохраняюсь. Я сейчас его раскатаю в сухую. Здесь, говорит, парочка ножей лежит. Главное... Главное, убедитесь, что вы не просрали все ножи перед этим боем. Как только получите контроль, переключитесь, после удара ножом переключитесь на гранату, киньте в него гранату. Ух ты. Стреляйте в глаз, который у него на спине.
Так, убедитесь, что у вас дробовик и пистолет у вас перезаряжены. Мы будем стрелять у него из снайперки. Как только он достает бочки, переключаетесь на пистолет и стреляйте по бочкам. Когда он проводит такую атаку, нужно стоять на одной линии с ним, тогда он промахнется. Ёбушки, воробушки, что-то какое-то сложно, что-то сложно. Это нужно тренироваться, чтобы так играть. Все, готов. Чего-то Христа не видно. Да, кстати. Он зашел на один стрим и все, пропал. Some people will say using the TMP will make that fight a lot easier if you get it upgraded. But I just prefer to use the shotgun. It's up to you what you use. Experiment a little bit, see if you find the TMP easier. I know that some people do. Ну, говорит, можете использовать ТМП. Некоторые говорят, что проще использовать ТМП. Говорит, ну, если вы хотите попробовать, то, пожалуйста, попрактикуйтесь. Может быть, так и есть. Говорит, я предпочитаю использовать дробовик. Хабаровск, он на даче был в выходные, говорит, а сейчас спать пошел, отлеживаться. But yeah, I don't really use the TMP at all in this run. Yeah, that's chapter 6. Moving on to chapter 7 then. Chapter 7. So, on to chapter 7 then. So, if you did save it at the beginning of this chapter, or if you are waiting for me to tell you to save it, you may want to save it before we do this section. Про сохранение говорит. If your first save was at the end of chapter 3, типа сохраняетесь там, если сохранились перед этой главой, ля-ля-ля, ничего интересного. But again, keep track of your saves. Bear in mind, you only have 15. I would recommend just brave this chapter out. Save at the start of it and then try to get through it all together. Blacktail взял. И револьвер. Magnum ammo. And Waterhall. Right here I'm getting the broken butterfly, the magnum ammo, the blacktail, and upgrading the blacktail a couple of times. И проапгрейдил Blacktail. Selling our other pistol to get the blacktail. It's a more powerful handgun. You have to reload it a little more frequently, but it's a lot more powerful. Okay, so we're going to come this way, and when you get here, you want to aim your gun about here or so, and that'll most of the time stop Leon from getting stunned there. If you do get stunned, just keep tapping aim, and Leon will get released from the stun a little bit. Чтобы вас не застанило, нажмите прицеливание. Если вас застанили, все-таки продолжайте нажимать прицеливание, и тогда Леон выйдет из стана. Эту катсцену можно пропустить с помощью прицеливания. Мы можем посмотреть через окно, пальнуть по цепи. Стреляем по бочке, ломаем трибушет. Или как он там называется? Трибушет. Катапульту. And that allows you just to take it out nice and early so you don't have to worry about it too much. Alright, sorry about the pause there. Right. So take out this enemy. When you're shooting at this guy, you want to be mindful of behind you because an enemy will... Так, за спиной появится противник. Его тоже убиваем. Really focused on Ashley though. So a lot of the time they'll just run straight past you and grab Ashley. Взял какую-то любимую колу. Попробуй, что за зверь такой. Здорово, ГБ. ГБ. Габел. Габен. Ньюэлл. Blacktail это не тот, у которого урона как с Магнума. Не-не-не. Вот, Blacktail это обычный пистолет.
And they really don't care about you too much. Most of the enemies just want to grab her for some reason. It's really strange, but whatever. Let's take out this dude. Alright. Ладно, Олег, я, пожалуй, буду засыпать по твой стрим, если он, конечно, не закончится еще. Спокойной ночи, чат. Спокойной ночи, Бекон. Засыпай. Я тоже надеюсь, что он не закончится. Это постоянно сохраняется. Смотрел его видос по Resident Evil 2, по 20 раз сохранялся на хардкоре. Кто этот? You want to be ready to jump off the cannon and shoot him in the face. This guy will mutate with the whole worm parasite thing. You want to try and wait for their mouth to be open before you shoot. Just because it will do way more damage. Although this guy was being вот это я не знал. Он говорит то, что когда этот паразит открывает рот, нужно стрелять в рот. Это наносит больше всего урона. That is a really consistent strategy, and it's a lot easier than it looks. Give it a go, and you won't struggle too much. So this guy was getting a little close again. He just wants Ashley. Doesn't really care about us too much. And they walk really slowly, these guys, for some reason. So we could just use the cannon to take them out, save a little bit of ammo. Yeah, be ready Эти, to hop говорит, off the медленно cannon, ходят, just look можно их around с you to пушки make sure снести. no one's around. Sometimes an enemy will survive and get close. We're going to take out these blue medallions with the cannon also. It's a bit overkill, but it saves us wasting ammo. There's the two. And there's one behind us as well, right there. There's a little bit of loot we need to get in this area, so let's go ahead and grab the loot these guys dropped and drop down into this area where we would originally have to go to shoot the chain bag, but that little shortcut's really useful, just shooting it through the window. Lets you get to the cannon nice and early, saves a lot of hassle in this area. Так, тут можно собрать лут. Ломаем бочку и поднимаемся назад. Которого смотрим сейчас. Да, на впасть стрелять. Вот, оказывается. Ничего себе, это на него подписан. Я просто какой-то рандомный видос включил. Оказывается, чувак знаменитость. Ну, он без ранений проходит. And I think there's a bag of money, yep, potatoes, beautiful. And also that guy we sniped earlier on in the section. Right there. There's a couple of barrels in this area. Sorted. Сейчас там будет тяжелый сегмент. Потом. Yeah, it's literally, I might have left it behind, but it's right next to where the bangle is. I'm not entirely sure if I got it or not, but там, где черные фонтаны. Вот это да. Это он промазал. Говорит, в первую очередь нужно убить этого чувака, который там сзади респаунится. This will give you a clear line of sight if Ashley gets grabbed, which is probably going to happen here. But also, these guys are kind of stupid, and they'll only run up to a certain point with this door. Like, if you come back to here where you blew up the door, they won't progress past this point. Если забежать за эти камни, то противник не последует за вами. We need all the help we can get, because it's absolutely terrible when we get to Waterhall with the amount of archers that are there. And these guys are very, very annoying. Dudes with the shields. Pretty much the only way to take out these guys head on is either to use a bunch of ammo or blast them with the shotgun. And we do not want to waste our shotgun ammo right now. We want to keep it. Можно убить дробовика, но мы не хотим тратить дробовик. Поэтому стреляем. Поэтому их вот так вот отгоняем назад, стреляем из пистолета. Просто видел его ролики по Резику 2, да, проходил без ранений, но было много сохранений. А, пистолет простреливает щиты. Come around here then, and in this room we've got a couple of pickups along with a yellow herb. Let's smash this open. Tell Ashley to climb up. Понял.
Значит, Whilst кого she's надо, climbing up and смотрим. opening the door, we can loot up a little bit. So we've got a small key we can use here for this drawer. It's got a gold bar in it. It's worth a little bit of money. And over on the opposite side of this area is a cabinet with the yellow herb in it. Again, I know I've mentioned this a few times, but I don't use any yellow herbs throughout this run. I can understand why you would if you are using them. Just bear in mind, you're gonna have to make up the money somewhere that I'm using when I sell those. But, you know, it's not impossible to get through the game without using yellow herbs. Я продаю, Wouldn't worry короче, about it too микс much. из трав, But, yeah. Maybe with the поэтому у меня spinners, много stuff you get бабла, with the spinners, а you вы, can make it нищеброды, upwards. So far, должны it's где-то probably about добыть деньги в 40 or другом месте. Так что 50k держите это в уме. extra I've gotten from the yellow herbs. Ты у них, в Right, отличие so от оригинала we've got a Resident Evil treasure here we 4, can grab. жиденькие. Их ножом Stuff in скромсать here. можно, да-да. I know, I think I mentioned this already, but if you are looking for a more easy to follow run, like a more casual run, I have done one. It's longer. It's like 5 hours or so. But it is there. It will be linked in the description if that's something you're looking for. Maybe you can compare strategies between the two runs and see what I was doing. Okay, so let's grab the dungeon key and turn around. We're going to drop down here. We'll be crouched when we gain control of Leon after this cutscene. But just turn around and only uncrouch when you come through this door. And then you can sprint through, come around here, go to the left. Just sort of wait here for a second. He'll come sprinting in and run past you. As Так, soon as he нужно там does, прокрасться, когда за дверь зайдете, сразу же бежите and magnum him in the back. и Use that стреляйте ему broken из butterfly. магнума It в should спину. take one broken butterfly shot, and I think 2 sniper shots to kill him with our current Так, setup. один выстрел из этого. Don't miss your shots. I'm pretty sure this took me a minute to do the fight because I couldn't get the shot on him. I'm just doing my best to avoid getting too close. If he looks like he's walking in your direction, obviously you want to just walk away. These guys are very annoying to deal with. There is a glitch you can use for this part of the game that I'm sure many of you are familiar with, called the door glitch, that you can just completely skip all of this and go straight to the water hall. Говорит, много времени заняло, потому что он за мной ходил, поэтому у вас может получиться быстрее. Можно использовать глич, чтобы пропустить этот сегмент, которым мы все знаем. Там, используя снайперскую винтовку, пройти сквозь дверь. Карательная скорость простреливает щиты ботов, кто за ним. Лёва жахнулся, все печеньки отбил, кирпичей отложил. По стелсу ножом, ну это задание, короче, это ачивка такая есть. Он прям чувствует, где ты находишься. Что-то он говорит, он не видит вас, но он что-то все время правильно. Gotta shoot that weak point. Oh, there we go. Lovely. And don't get too close while he's dying either, because he can still hit you during this animation. There we go. Nice. There's a section later in the game where we have to deal with 2 of those guys. Там, где их двое, одного убил ножом. Yeah, when you start getting to the point where you get heavy grenades, don't use heavy grenades on anything but the areas that I do. If you are following this guide, do not waste heavy grenades. They're very useful for skipping big fights and big parts of the game. So just make sure you save them. Alright. So, some more handgun bullets. Не используйте гранаты, ручные гранаты, потому что они пригодятся, чтобы пропустить некоторые сегменты игры. Да-да-да, гренами их убивают. Я видел спидранеры, короче, гренами убивают слепых. That first section seems intimidating, but it's actually pretty easy. It's really scripted. It's the next part of the chapter that's really difficult in Waterhall, just because there's so many enemies, and you need to make really good use of your ammo. Very, very tricky to sort out. I know a lot of people in this run, or doing this run, have probably found themselves in a situation where
they're looking for a guide maybe, and they've got no ammo. One thing I will say, and you probably won't want to do it, is your best bet if you're in that situation and you're really struggling to get through it. Obviously, you can keep plugging along and try your best to get through a section you're stuck on, but your best bet sometimes is just to completely restart your run, just because it's going to be a real struggle for you to find ammo, you know. Sometimes the game will be nice, and if you kill an enemy, they'll drop ammo, but a lot of the time, it's not going to be enough, especially for sections like this one. There are certain points in the game where you can just run past enemies. Говорит, для следующего сегмента может патронов не хватить. Говорит, тут у людей, говорит, иногда патроны заканчиваются. Сейчас тут до хрена противников будет. Кучерявый этот карлик живет, замок отгрохал, мое почтение. Вообще, да? Как они тут живут столетиями. Там, короче, можно прочитать, на надгробии написано, что они там с 1826 года. I'm going to mention this now because I am going to put together a speedrun guide for this game, even though I feel like, you know, more or less we're going pretty fast here. Not ridiculously fast, but pretty fast. Problem is with the speedrun for this category, for professional, any percent, is that there's a lot of glitches that console players can't do. Like, legitimately, or well, maybe they can, but they're extremely difficult to pull off on console, specifically the door glitch. Because you kind of have to spin around really fast to do it, and that's very hard to do on a controller. I know there is a technique to it, but I know that there's some areas that I think. Так, он говорит, тут будет использовать технику спидрана какую-то. Не знаю, что он имеет в виду. I know there is some sort of way to do it, but I don't think it's the same. And there's some door skips that people can't do. All right, so we snagged up a little bit of extra loot then. We went down and got the golden hourglass. Coming up to Waterhall then. Keep an eye on your saves. I know I've mentioned this before, but yeah, if your save number is too lower than the chapter you're on, like let's say you're on chapter 7 and you've only saved 5 times, you can get away Ой, еще смотрите, отлично. There's a За save что-то у point меня это. in one of the rooms next to us. But you kind of Перегружен want to be мозг. aiming to be at least one Информация save немножко below меня. the chapter you're on. So if you're on chapter 7, you want to have had 6 saves so far, and so on. You don't want to get to a point later in the run where you've got to complete 3 chapters without saving, because that will just be a bit of a Так, headache. про сейвы говорит, так, фигня, Alright, ничего. so let's go and whip out the Ничего sniper and важного. get ready. When you come in Вот это here, интересная 2 часть. snipers ahead of us, or those 2 archers. They won't react to you, so you can just sit back here and take them out. Так, двоих мы гасим, которые там на нас палят. Smash up this vase. We got some sniper ammo, which is really nice. Some handgun ammo on the side. Try to hit multiple enemies with that one shot. Попытайтесь подстрелить несколько противников одним выстрелом. Но тут нужно четко, короче, действовать, чтобы без ранений. And we've got to be ready to take out this archer, because she can just do mega damage. Using a grenade to clear out a few enemies that have grouped up there, and then shooting this guy in the ass cheek to get him to drop. Подстрелил его в жопу, говорит. I actually have Ashley on the wrong setting. She's set to stay far away from us. But we need her closer. That will keep her safer. I should have done that, but it's my mistake. Oh well, she'll be fine. Again, I'm looking out for these archers that show up on the balconies. There's, I think, 2 more Так, now. говорит, снова, говорит, появляются стрелки. Так что их бахнуть надо в первую очередь. Блин, ну здесь, короче, очень легко просрать. Получить урон, точнее. Stuff just comes from multiple directions, which can be really difficult to deal with. Alright. A couple more enemies then. Let's get rid of these guys. Quick roadhouse. Не знаю вообще. We have dealt with all the enemies that are in this area. There are 2 more archers above us. Don't haphazardly run into the middle of this area. Он говорит, сначала нужно 2 этих убить лучников, которые над нами. I'm using the handgun, although it's kind of difficult to hit this shot. Говорит, с пистолета тяжело попасть. You can see it looks like my cursor is over this guy's head, but it just keeps missing. If you want to use the sniper, feel free, but I feel like it's kind of a waste of ammo. You need sniper ammo desperately in this section, so
I kind of just like to use the Да handgun уж. for that little bit. Hopefully you do. Это, наверное, единственное место, You где have a нужно little дофига bit more патронов на success than me винтовку. with hitting that guy because it's kind of Да я frustrating. не знаю, что If тут you run надо. out into the middle to shoot them, Мне кажется, ему повезло. they're gonna hit you with a bolt, and you're just gonna lose health. То есть этот сегмент Alright, пройти so без hand ранений, это grenades. нужно, не знаю. Beautiful, another hand grenade, 2 hand grenades. Big boy luck right there. A little bit of rifle ammo, just smashing up all these vases. There should be no more enemies on this level, although there's plenty more below us. Так, на этом уровне больше противников нету, я не знаю, что он бегает. Down another floor. I'm just sort of checking around, making sure I haven't missed anything. Okay. Короче, смотрит, что пропустил что-то или не пропустил, ну, не знаю. Yeah, this is another Ничего one не of those пропустил, sections that's just поэтому, incredibly говорит, difficult to спускаемся get through. вниз. Вниз идем. In general. Внизу, говорит, там Alright, много so- противников. Use the sniper to pick off some heads. These guys will more than likely all mutate into the parasite things. Говорит, So use the большинство pistol из to них take out this guy, мутируют. just keep hitting him until he drops. Есть, He'll говорит, и так, probably это mutate норма. as well. А, во-во-во, смотри, что он сначала их подстрелил, затем флешкой Makes бахнул. our life 10 times easier, and then if you're quick enough, you can run up and stab or kick this guy. I wasn't quick enough, so I just backed up and I used this barrel to take him out. We don't really have much of an opportunity Можно to было, use this говорит, barrel его unless you подрезать, lure но, говорит, я не enemies down успел. here, but that kind of takes a lot of time. So, На перилах лут еще, I just да-да-да. got that guy over there and shot the barrel. Alright, handgun ammo, pesetas, Ну, он просто пробежал 2 раза. and smash open this vase. Right, let's go and grab the halo wheel then. Snag up all the loot you can. You may find yourself in a situation in this area where you've got very little ammo, so make sure you're looting as much as I am. Все повторяет так же, как я. Ну, вообще нормально. Magnum ammo is decent to find, but Великие умы at this мыслят point, I'd much одинаково. rather have some shotgun shells or some rifle ammo. So when you put the halo wheel in, this archer will show up. So before you turn it, be ready to turn and shoot her. Прежде There's чем, also a говорит, guy with a крутануть, sheep shows up. You can появится get away with turning лучник. the wheel and then moving back to deal with him. If you don't come back and shoot this guy, he'll end up getting behind you, and when you go up the stairs, you've got a bunch of enemies in front of you, and you do not want to get sandwiched in between them. So take out the guy with the shield Так, first убивайте down there. этого щитовика, если не хотите, чтобы вас And then зажали we're между gonna deal with this противниками. archer first. These are like the worst enemies to deal with by far. Missed that shot because this guy getting close. Ashley actually helped us out there and let us know enemies were coming. Push back anyone you can. As long as you stay quite low on the stairs here, the archer that's at the back there on the top right shouldn't be able to hit you, so you should be good just to chill. Так, он говорит, если вы стоите на нижней ступеньке, то лучник по вам не попадет, так что можете здесь. Just be wary of enemies running up on you because they like to do that. Так что можете, говорить, здесь безопасно стоять. Я как Гаррет по углам шкерился, So отстреливал. this is like a 25-minute chapter, which is really long, but it is what it is. Not a huge amount we can do about it. Alright. Okay. So, let's take out this guy at the back. Ну и можно убить лучника, все. Also, this guy. Ничего, он там распетушился. Okay, beautiful. Ну, And следующая часть тоже будет. I think that may be everyone. Just be careful of the balconies and the areas above you. Archers like to hide up there, and you do not want to get pegged by them right now. Переживает, что там это кто-то спрятался. Говорит, посмотрите внимательно, что там никого The нет. strategy that the speedrunners use to get through here is basically throw flashbangs and run past everything, which does work, but you can find yourself in a very sticky situation when it comes to the archers. They can just end you so fast, so you better be ready to use Говорит, heals. можно по тактике спидранеров пройти, раскидать флешки, пробежать, но, говорит, это очень опасно из-за того, что лучники могут вас подстрелить. Something with the archers, like it maybe stops them from attacking you. But yeah, it's up to you. You can experiment a little bit if you want to. If you want to get through this area a lot quicker, it's something you can do. The strategy I've used to get through, though, is actually a really consistent strat. Works really well. Just need to worry about enemies getting in your face and archers. That's pretty much it. As long as you've got plenty of shotgun ammo, you should be just fine.
Right, let's get Ashley up here then and get her to start turning these wheels. I think my accuracy was so bad for this last part of the chapter. I was missing and missing and missing. But all you have to do here really Говорит, is что у keep a него few точность enemies была away from такая Leon себе. Возможно, он, говорит, and protect промахнулся Ashley. много It takes раз. a little while for enemies to Так, сначала start крутим coming after колесо, затем Leon. защищаем So just Эшли. focus on the ones that are going after Ashley, Э, and you'll be fine. Я по своей семье так кинематографично Yeah, прошел. I was Жалел, wasting что so many БС или bullets. бодикам в Yeah, этом this не game is an написали. scan, Ну, so you have to lead your shots a little bit. вот, нужно на стриме Which can be проходить. a little bit infuriating. Some of them as well just feel like they're on target and they miss, but you know, whatever. Game says no, I'll just go with what the game says. Говорит, я вроде бы целюсь нормально, но игра говорит, хрен ты попадешь. Alright. Get rid of this guy. Back up, mate. Так, что-то у меня And башка this guy. немного Can back up as well. кружится. And again. If she gets grabbed, just do your best to get her dropped. They've got a long way to take her before you get a game over, so should be Так, just говорит, fine. там, говорит, времени много, так что ее хватает, ничего страшного. So Ashley can actually get hit in this run. Like enemies can hit her and take her down to the ground. Привет, здорово, Гензи. I don't think it happened in this run. If it did, it doesn't actually count as a hit in game stats, because this game does tell you how many times you get damaged. But I'm pretty sure I managed to, on each of the chapters we did, Ashley didn't actually get hit. So, fairly decent. Adds to the no damage effect, I guess. Так, Not говорит, sure не how будем, much of the будь, zero damage taken stuff you can будем achieve, считать, что like Эшли, if the- говорит, не ранили. the boat or the mine cart or the jet ski can take damage. Можем and that завтра counts as досмотреть. damage Да, наверное, onto your chapter playthrough, but придется завтра досматривать, это он говорит. right, let's get rid of this guy. Everyone just Что у wants меня? to grab Ashley. I'm also not Не sure знаю, if я she gets могу grabbed here. Отойти, Yeah, I hit полежать. everything but the Я хрен enemy его there. знает, Super пройдет, не infuriating. пройдет. I'm not sure if Ashley gets grabbed here, if the platform she's raising Здорово, just gets Николай. dropped. I'm Блин, pretty все sure подошли. maybe she's completed Я тут stay up, but со своей if one's паранойей. midway, really not sure if it gets dropped or not. Right, so I think I may have crafted some ammo here because I was low on handgun. You can see how much we went through. But to be honest, the handgun ammo Но is он really, насобирал, он really бегал, expendable. все, Just ресурсы собирал. kind of throwing it away whenever you can. If you can use it to take out an Купил enemy or сегодня two, ремейк, а его сегодня взломали. your best to do that, because a lot of the enemies we have to push back with like a shotgun or a sniper in tougher areas, so it's best to rely on the handgun in areas where you feel like you're safer and more comfortable. It's kind of the best way. Alright. Okay. Grab all this stuff. Но игра хорошая. Okay. And that's pretty much it for chapter 7. We've got a little bit of nothing to Посмотрел storm through now, but yeah, до that седьмой chapter was части. really difficult, but no, I'm still going to stick to my guns and say that chapter 6 was the hardest chapter for me. A lot of the other chapters were tough, but we managed to get Это была, through. говорит, самая тяжелая часть для меня. But this one was a bit tricky just because of how long it is, to be honest. Waterhall was a little bit annoying to learn. Any chapter that has a bunch of archers is super frustrating. But, Долгая часть была такая сложная для меня. Но, говорит, все, мы дошли до 6. You might find yourself with lack of ammo for chapter 8. But yeah, moving on. Next chapter. Какая глава-то там сейчас? Okay, so Следующая глава, spawning up, значит. you want to shoot down the nest up there because it's got the scratched emerald in it. We can also get a couple Так, of это fish он out here снес just to sell. бриллиантик, Or you can keep который those в гнезде cheeky лежал. items if you're, you know, in need of some. Flash grenades. Флешки We craft крафтит. up a few of those. We will need them. We're going to equip the boot knife or the kitchen knife. We're going to register the broken butterfly to a shortcut here, just for us. And we also want to. Вот здесь, короче, жук, я его так и не нашел в стене. Я что-то, когда играл, не увидел этого жука. And yeah, we can sell that. I think it's worth 10k. Grab the scratched emerald. Selling the scratched emerald will give us a bit of money, but it'll also give us a
Так, здесь этот покоцанный бриллиант можно продать, получить, типа, это шпинель за выполненное задание. Ну и что, он апгрейдит пушки. Сломанная бабочка. Где он ее использовать, интересно будет? Так, сейчас будет сложный сегмент. Так, кидает флешку. И с одного выстрела убивает... Нет, не убивает. А зачем он ее... Зачем он использует бабочку? Наверное, чтобы боится, что его ранят. Как тебе игра, кстати, вкратце видел? Ты ее прошел. Мне понравилась игра, интересная. Геймплей прикольный, не заставляет скучать. Дизайн уровней мне понравился, красиво все сделано. Не знаю, грамотные главы, они как бы не наскучивают. Интересно довольно. Грамотно монстры расставлены, то есть в целом интересно играть. Ну, один раз пройти точно не скучно, вообще просто замечательно. Загадки такие, знаешь, несложные, чтобы там 1000 часов на них потратить, и чтобы они задолбали тебя. Нет, нормально все. Прикольно с секретами сделали игру, то есть ты бегаешь, находишь всякие бриллиантики. О, смотрите, там в этом, за стеклом, оказывается, был самоцвет этот, сиреневый камень. Pretty much when you see me use them or when absolutely necessary. If you've got no grenades in this chapter, you're probably really going to struggle to get through it as fast as I do, to be honest. So, он предлагает сохранить гранаты, чтобы быстрее пройти этот сегмент. Нужно как минимум 2 гранаты. Ну, сейчас посмотрим, где он гранаты будет использовать. Как я понимаю, сейчас он будет это пробегать на скорости. Так, стреляем из дробовика и просто пробегаем мимо. Сейчас он будет гранатки кидать через решетку, я так понимаю. Мне краузер не понравился. Битва на ножах с ним просто кринж. А мне понравилось. Такое разнообразие в геймплее. То есть тут ты это... нужно кинуть как можно ближе к двери флешку, чтобы ослепить паразита. Так, отходим от клетки, кидаем сквозь решетку, и дверь открывается. Так. Флешку сюда кидаем. Затем в это окно гранату. Открываем дверь. И все, мы прошли. Прячьтесь, когда он кидает. И пробегайте. Ну, тут все понятно, тут все просто. This was the area that took me the longest because I was playing it really safe with these archers. They're super annoying to deal with. We've got cover right here from the big troll dude. Здесь, говорит, нужно убить этих лучников, чтобы они не стрельнули
тебя, потому что это большая проблема. If you try and approach this drop down, they'll more than likely hit you. If it was just one, we'd probably be able to avoid it, but because there's two, it's really frustrating to do. Если бы там был один лучник, можно было бы его обойти, но так как два, обойти не получится. Pop this guy. Smash the crate, grab whatever's in it, flip the switch. Alright. So, now that we're real, Привет, здорово, еще раз. there we go. Ну вот, подошли люди уже. Блин, вчера 9 человек сидело, и я стримить не мог. And we wanna wait for any Под вечер все, короче, это собрались. we can grab. Pretty sure it's just a ruby, but it's better than nothing. Yeah, wait around for any enemies that are still here. If they do come into this room, use the barrel to kill them. I think we got lucky and the Gigante had killed them. Alright, so we're gonna time this well. Я, короче, зашел Wait for him to throw. зашел на его канал. У него есть прохождение за 2 часа 30 минут. То есть мы сейчас смотрим за 4 часа, а у него есть новое прохождение. Надо было, короче, сначала зайти на канал, посмотреть. Ну ладно, кто знал. Можем посмотреть потом это прохождение за 2 часа. За 2 часа 30 минут. Ну, слушайте, без багов за 2 часа 30 минут без ранений пройти, это вообще, это какой-то монстр. Монстр килл. If you don't, you'll more than likely end up getting hit when you're using the cannon in a little while. Sometimes there's two, maybe even three. For me, there was just one. Kind of lucky, but just be careful, because when you're using this cannon, more enemies can show up. So. Ну, он рассказывает, что там врагов иногда бывает 3. Ему повезло, всего 3 человека было. Так что пробежал довольно легко. А что считать багами? Скип гранатами секции с шаром считается багом? Нет, не считается. Это механика игры. Багом считается, когда ты сквозь стенку проходишь, через текстуры. Get out of here. Very quick chapter compared to the last one. That one's actually a really simple chapter using those tricks. Using the grenades to open up the gates. Я видел на стриме, как девчонка гранаты кидала в эту решетку, а они от нее отлетали назад. И... И она не смогла взорвать эту... Противовес этот, или как он там называется? Что там, глава 9? Что-то тут главы не пишутся. Chapter 9. Ну, слушайте, быстро прошел 8 главу. Довольно. Мне дизайн уровня очень понравился. Атмосфера прям крутая. Собак ненавижу. Вот как собак обходить? Меня тут даже убили, по-моему, один раз. Ну, мне пока рано, короче, игру проходить на скорость. Потому что я ее плохо знаю. Нужно поиграть. Нужно раз 10 ее пройти. Так, будьте осторожны, змея в ящике. О, Артем Череповецкий. Здорово, молодой человек. Здорово. Явился, не запылился. Недавно проходил на S+, и тут Эшли в лабиринте заруинила. На 2 главы назад откинула. So when you come around here, break up this crate, and you want to look in and try and look for the dog that's headbutting the cage. When it headbutts, you want to take the shot. Он что, 2 завалил одним выстрелом? Точно. Прицелиться, можно так прицелиться, что завалить сразу 2 волков.
А чё они такие слабые? У него пистолет прокачан, что ли, так круто? Или волки такие слабые? Я их с дробовика валил. То есть не надо было с дробаша? Не понял, ты теперь не бородач? Да, теперь я бритый ач. Я из бомжей бриталач. Я из бомжей выписался. Кто-то подстригся. Не, я не подстригся, я побрился. Стричься надо идти. Уже давно, то что-то волосы отросли. Really, I'm just looking for grenades. The reason you want to smash all these crates is just to try and get extra heavy grenades. We need as many. Он говорит, побольше гранат. Гренок нужно набрать. Потому что в будущем они пригодятся. А, во, для чего. Чтобы гранатой убить собак. До того, как они выбегут и превратятся. Вот для чего гранаты. А чё, он сундук не взорвал? Вот собак. Ну, он знает, откуда собаки будут выбегать тут, так что просто. You kind of want to restart because you need the flash grenade that's inside. Well, it's not completely necessary, but it's nice to get the flash grenade that's inside the cage. There's always one in there. Внутри клетки находится флешка, нам нужно ее обязательно забрать. То есть, если флешка не выпала, можно рестартануть уровень. Не знаю зачем, но типа флешка нужна очень. Вообще все многие мобы стали полегче, чем в оригинале. Рыцари, собаки, мухи. Но патронов зато мало. Да, мухи слабенькие здесь, но их много. Ну, у него патрончики О! Слишком рано прыгнул, надо было подождать, когда этот чувак уйдет. While that's going on, we'll come up here and pull this last switch. This guy has to sort of walk with Ashley all the way around to us, so... Ну, он довольно быстро прошел лабиринт. Я там бегал, искал там все предметы. Лабиринт, по-моему, попроще стал, да? Да, теперь не бомж, теперь я человек. Респектабельный человек. А это тут откуда? Артем, маты хорош тут писать. А я маты все равно не вижу. Они блокируются ютубом. Here's the dogs. Look out for them if any get too close, especially the mutated one. If it does run up the stairs after you, get ready to shotgun it back. When you push it back, it should run back into the maze and leave you alone, leaving you free to come up here. Собак мимо собаки пробежал. Ну, прикольно, что. Просто пробежал вперед, собака отстала, и все, можно ее не убивать. Shoot the lantern down that the statue's holding to get the treasure. I think so far I've got one heavy grenade. We don't need them in this chapter, but it's just good. Блин, ну слушайте, эта игра очень интересная для прохождения без ранений, согласитесь. Здесь очень много опасных моментов, где ты можешь... где ты можешь получить ранение. Здесь прям много сегментов тяжелых. Есть же мастера, которые проходят вообще игры вот так вот круто. Да, я просто офигею. Всем здрасте, здорово, сам Фишер. Я зато вижу. Сколько стоит стрижка очка? Не знаю, Артем. Спроси у своей мамы. Сколько времени по Новосибирску? 20:00. 20 часов 11 минут.
Another vase to smash. We've got some gunpowder that's on the table in the middle of this room. Нахуя ты этого идиота разбанил? Он обещал себя вести нормально. О, смотрите, здесь это... Он мне написал в этот... ВКонтакте. Сказал, будет себя нормально вести. Я вот не помню, я маленький ключик подбирал, нет. Итак, сейчас будет интересный сегмент, ребята. С рыцарями. О, флешек набрал. Блин, вы посмотрите, сколько у него в инвентаре предметов. Он вообще четко. Четко насобирал прям это. Так, забираем голову льва и поперли рыцари. Это разбор спидрана. Это не спидран, это прохождение без ранений. Смотрим, короче, запоминаем фишки для прохождения игры. When Ashley throws the flames down, try to lure him over to it, and that'll just give you an easy kick. And you can whip out the snipe and just take him out nice and easy. Thanks, Ashley. Appreciate that. Captain. Спасибо, Эшли. Спасибо деду за победу. Прочитай скрытые сообщения. Да, не хочу разворачивать. Короче, если он будет там это... надоедать, забань его. Еще раз. А, вот, подождать, когда второй подойдет и ударить ногой. Слушайте, ну у него винтовка нормально прокачана, так. С одного выстрела башку сносит. So while they're stuck in their animation, they won't go down to their knees, but they'll definitely take damage. So I should have waited a second for another one. Надо было подождать, когда подойдет второй, затем это бить ногой. А, он уже 3 вышло, да, рыцаря? То есть он уже отстрелил. Ну, слушайте. Ой. Ему повезло, что не ударили ногой. Ой, что его не ударили мечом, потому что во время удара ногой они не попадают. Слушайте, они быстрые. А он флешки сэкономил. Смотрите, я здесь флешку кидал. Parasite sticking out its back. You've kind of got to make it swing and get behind it. Then shoot it. There we go. Easy. Easy peasy. Give him a kick. And a shot. Beautiful. Alright, so make sure you get all the loot off those guys. They drop spinals a lot of the time. So you'll get a bunch for free. Прикольно, конечно, в ремейке много обыграно, да. Здесь довольно интересно все сделано. Механика игры очень разнообразная. То есть в зависимости от главы разные стили игры присутствуют. По-разному убиваешь противников. То есть игра не наскучивает. Yeah, the merchant requests we're doing are kind of just on our path. So I tried to make them easy to follow. We can get 2 of the rats in this chapter, and the 3rd one will be on the next chapter. Now that we got the cubic device, come in here and use it to open this box. I think it's a butterfly lamp? I can't remember. Not 100% on that, but there we go. Get that open. Yeah, butterfly lamp. С бабочками. And if you need to make space, now would probably be the time. Just sell him all of the treasures we can, all of the ones that don't have
Продаем барахло. Ну, что он хочет? Что он хочет проапгрейдить? Ресурсы купил. With the resources that become available, I think it's in chapter 8, it might be chapter 7. But you want to keep an eye on those, because in this difficulty, he can cap out on them, and he can only carry 3 at a time. And I'm pretty sure, like, chapter to chapter, he gets more. Продолжаем смотреть. Let's say if you get to 3 out Да. of 3 and you don't buy any. Ну, это самое интересное было в этой... А, погоди. А, ну здесь он скип сделает. Здесь он гранату кидает. Кидаешь флешку и пропускаешь кат-сцену. Ну, интересно, интересно. Я не знаю. Я бы повоевал здесь. Be ready. You want to take them out and try and move quick through this area. If you don't, then more enemies can come running up the stairs and attack and grab Ashley. It's not so bad if they attack. А, он говорит, нужно быстро покинуть эту территорию, иначе противники поднимутся по лестнице и схватят Эшли. Все, это вся глава. Довольно быстро выполнил. Ну, последующие главы будут быстро проходить. Интересно было бы посмотреть битвы с боссами без урона РПГ. Ну, он сражался с боссами пока что без РПГ. То есть... So through we go. Swinging a right under here. Because we know the solution to the puzzle in this area, we don't have to do a big chunk of the stuff with Ashley. But the solution to this is 7 p.m. on professional and hardcore. I think on standard and assisted it's 11:04. It's either 11:04 or 10:04. Он говорит то, что так как мы знаем решение загадки, нам не нужно бегать по библиотеке, мы сэкономим много времени. Решение для загадки 7 часов. Просто вводим и пробегаем вперед, все. Ну да. Много времени здесь сэкономил. Ну, слушайте, за 5 часов реально пройти игру, в принципе, когда знаешь решение всех загадок. Здесь дают еще это. Ачивку, если ты ни разу не застанешь противника. То есть, если пробежишь мимо всех рыцарей, не использовав лампу, по-моему, так ачивка называется. Actually, that was a really hard section to beat, no damage. Doing the village, no damage was really stressful. That and chapter 6 sort of stand out as the hardest parts of this run. Although most of it wasn't too bad, but there were still sections that were horrible. Chapter 11 also was not a lot of fun at all. A very difficult chapter to get through. Alright, so switching this lamp for the one at the back here. Switching this one. Ничего интересного не рассказывает, там просто на том, что было тяжело проходить. Village, деревню, я не знаю, то, что... Он про эту игру говорит или про Resident Evil Village? Про эту, наверное. Здесь, кстати, сокровище. За Эшли сокровище лежит. Оно за этими, за ширмами спрятано. В ремейке нет многих моментов из оригинала. Ну, понятное дело, что нету. Ремейк — это
самостоятельная игра. Да и нафиг они нужны. I just feel like that's the nature of Resident Evil. I mean, it's a nice touch, and it's from the original game, so, you know, it's Мне, cool that мне it's in there. It's just, это даже I feel хорошо, like I что don't really нету feel многих sections. моментов из They kinda оригинала. То just есть feel a bit boring, to be honest. игра Resident Evil классно 2 has сделана, that она не section with успевает three, which was надоесть. kind of a bit meh. Resident Evil Все, 3 is just все about when we're coming up качественно. here, you want to stick to the left and then swing to the right to get past this guy. Разнообразные You can враги, lure him down the stairs, разные around that главы, way if you которые want to, but по-разному it's just easy проходятся. enough if you just run up on the Круто. left, and when you get close, go to the right, and you'll get around him nice and easy. Swing a right through the door here, come this way, Скорее всего, многие вырезанные моменты вроде and U3 могут быть в DLC. duck Да, like вряд ли. this. DLC ада, наверное, One. будет. Around the knights, you should be fine just to run through them in the path I just did. That's it. We just need to go and slap the emblem in, and we're out of here. Yeah, Resident Evil 3 wasn't the best game, but at least it had the section with Carlos, and at least with Carlos you had guns and stuff. It was kind of a fun section. Just not a great game in general, though. Alright, down we go. And yeah, that's chapter 9. Lovely. Не понял про третий Very Резидент. nice. Тут сказал, не очень прикольная игра, но там что-то было. Alright, so Что-то там было skip this интересное. conversation with Adel. We need to go and visit the Глава boss real quick. 10. We're gonna reload snipe. Будем смотреть прохождение за 2 часа. Пистолет проапгрейдил на максимум, взял порох. Смотрите, сколько флешек создал. Раз, два, три, 6 штук. Ну, флешки, походу, самая здесь передовая вещь. В этой главе нам понадобится как минимум 2 гранаты ручные. 5 heavy grenades is kind of what you need. 6 makes you comfortable. 4 is doable, but Говорит, по-хорошему нужно иметь 6 гранат. Сейчас посмотрим, куда он их использует. Какая сложность? Профессионал. Для ада эти моменты и подходят. У него чернохвост пистолет. Да-да-да. Он говорит, что чернохвост лучший пистолет в игре. Он его проапгрейдил до максимума. Он здесь... So yeah, this chapter can go horribly wrong in this area. It's really a difficult section to do no damage. Тяжелая секция для прохождения без ранений. Здесь жуки могут тебя жахнуть. Поэтому нужно использовать флешки. Вот куда он флешки использовал, значит. На всех жуков. Каратель еще с оригинала хорошо себя зарекомендовал. Знаете, там оригинал настолько несбалансированная игра, что ее можно было пройти с любым пистолетом. Чисто с пистолетом и все. На профессионале. Я знаю, что люди там с одним пестиком проходят оригинал. Здесь такое не проканает, мне кажется. Chucking it here will stun everybody up, and we got this one guy behind us that's getting a bit cheeky. So again, we want to throw another flash. Just before we do this, threw it right there on the ledge. That managed to stun. Кидаем еще флешку, чтобы ослепить оставшихся жуков. Pull in the switch and up and down. So many flashbangs get used in this room. It's actually really annoying, but we needed them. Кучу флешек использовали в этой комнате. Это такая необходимость. По-другому ее никак не пройти. Что за баф у этого пистолета? А я не знаю. А он не стреляет сквозь противников? Чернохвост не сквозь противников стреляет? Или какой пистолет сквозь противников стреляет? Is probably the trickiest part of this. Well, no, I think the bugs are probably trickier, but
This is kind of Доп. tricky Урон too. Start 1,5. your little cutscene here and shoot the one Gyarados in the background once. Stand about here and wait a couple of seconds. Then shoot Так, the bell. стреляйте в Горадора, потом в колокол, который... Hoping that the two Gyarados will run over to the bell. Второй Горадор подбежит тоже To deal сюда. with them. Кидаем 2 If you try гранаты. this and it doesn't work, 3 try гранаты shooting the кидаем. Gyarados as you enter one more time. 4 гранаты кидаем So, like I по said двоим before, Горадорам. 3 heavy grenades and a normal grenade should finish him off. But yeah, they didn't die for me. There we go. I must have messed up my throws. I don't think they were in the Вот right такая вот position, but тактика yeah, one против shot, one shot, Горадоров. one sniper shot did them in. That'll do. Слепых Get them ублюдков. rid of. Гранатами закидываем и все. Готово. Я сюда пришел без гранат. Shooting the Gyarados on the left when you enter the room. I know I shot him once. I think you might need to shoot him twice. Either that or wait a little bit longer on the bell. That way they're both free. Basically, you want to get them free and then shoot them. Так что у меня такая тактика не проканала. Because kind of what happens is you shoot 3 times and then they break free. So it might be worth shooting Вот так вот он и выкрутился, собственно. one more time. Каратель on the пробивает. left. Привет. Денис, здорово. Новый человек. Здорово, Денис. Денис, это не ты, а Артем. Денис, ты не Артем? Хорошо, слава богу. А то у нас тут Артем поры мочит. Sticking these unicorn horns in. У него в этом ВКонтакте никнейм Денис. Ты второй раз проходишь? Нет, мы сейчас смотрим прохождение без ранений. Американского товарища. Он рассказывает, как пройти игру и не получить ни одного ранения. Ты хочешь так пройти? Ну, это слишком сложно. Я просто смотрю тактики, где здесь проще пройти. Нет, я не смогу без ранений пройти. Слишком сложная игра. Тут нужно быть мега скилловым. Смотрите за зелеными глазами, чтобы подстрелить противника. Yeah, just look out for their eyes when they're coming towards you. There will be a few of them. I think this is the wrong way. You actually want to go left when you drop down. Здесь еще желтая травка лежит. All right, following this path around, you'll know you're going the right way because you'll start getting attacked by these guys. I know they're camouflaged, but they're actually kind of easy to see. I feel like this area would have been much more difficult, but also a little bit better if you couldn't see their eyes. I feel like it would have been a cool touch if you could only see the water moving. Это бы секция была бы интереснее, если не надо было, если бы не было видно их глаз, а надо было их подстреливать чисто по движению на воде. Считает он. Корона стоит 100 тысяч золотых монет, 100 тысяч песет. Поэтому не пропустите ее, очень ценный артефакт. Ща интересно будет, как он будет сражаться. Он его... But I think we buy 3. We buy one for Krauser and we buy one for Sadler. And one thing to take into account is at the end of the run, when you fight Sadler, you can sell your weapons to get the money back to get the rocket launcher. And you don't actually need weapons
to fight Sadler at the end. But if you're following along with the upgrades with me, you'll have more than enough. I think here I might have, because I don't have an emerald. If you remember in the cabin, I Корона told you вон to за grab 100 the тысяч. emerald if you can from the brute that we killed. Yeah, doing that will make the crown worth 100k by putting one of each, by putting a sapphire, a yellow diamond, an alexandrite, an emerald, and a red beryl into the crown. It's worth 100k. But if you don't have that, if you put the 3 red beryls and 2 rubies into it, it makes it worth like 98 or something like that. And I put one of each color into the butterfly lamp, and I think 2 into the bracelet. Рассказывает про то, там, за сколько продать And yeah, just selling those on for a bit корону, extra там, cash. всякие You эти see if we're selling драгоценности, maybe ничего it's интересного, 156k. просто там We've already got разные 64k. самоцветы использовать, Got way чтобы more цена loot была than выше. we need. You know, so you could, even if you wanted to, if you are following along with me Так, сейчас accurately, you он, could конечно, tune up your stuff купит probably way ракетницу. more than I do. We do end up with more stuff than we need. I didn't have the space here for the rocket launcher, so I ended up crafting, I think, a Не flashbang хватило that места. gave me enough space. I made the space here somehow, though. I'm not sure why I did. I may have discarded or stored something. I was kind of like, how am I going to put this in there? Все равно не хватает места. Yeah, it's not happening. Did not have the space. Not sure what I sold here or what I did. Let's have a look. I sold my herbs. A couple of green herbs. See if that fits now. There we go. О, влезло. I do like that. Короче, в любом случае, этого правую руку, руку Alright. этого, So, как now он we там, got the блядь, rocket launcher зовут, that makes this fight Рамона really Салазара, To be с honest, помощью getting past гранатомета this guy уничтожают. without the rocket launcher, if you do find yourself stuck where you can't buy one right now, all you really need to do is just run around, avoid him, stun him with the showers, just keep doing that. Don't even try to fight him because you're just going to waste all your ammo until the elevator arrives. It can be kind of tricky, but using the rocket launcher just makes it so much easier and a lot less hassle as well. Я не понял, он посоветовал, что ли, не сражаться с этим противником, если у вас нету ракетницы, то есть дождаться, когда приедет лифт. Типа слишком много потратите патронов на него. Интересно, а как его без этого, насколько его легко убить без ракетницы? Что-то мне даже проверять не хочется. Вердуга мне показался слишком слабым. Ты его без ракетницы убивал? Так, бежим туда, он выпрыгивает, затем жмем на охлаждающую хреновину. Ждем, когда он замерзнет, и все. Конечно, он простой, если его убивать с помощью ракетницы. Легко его убить. Я в первый раз играл и просто заовнил с 20 патронов второго дробаша. Примерно. Вот так вот, значит. Also, there's a green herb back here, and then they left that behind. Now that we've used the rocket launcher, we've got a bunch of space in the inventory. If you don't know, if you haven't played this game yourself, and you're just watching for enjoyment, the rocket launcher is only one use. You buy it, use it once, and then it disappears from your inventory completely. If you want to get the infinite ammo rocket launcher that Resident Evil games tend to have, you need to do it on a new game plus playthrough, and you need to buy it from the merchant. It costs like 2 million. And the rocket launcher costs different amounts depending on the difficulty that you're playing on. On standard and assisted, I think it costs like 50,000, maybe I think it might be 60. Можно купить бесконечную ракетницу у торговца, если начинаете новую игру плюс, она стоит около 2 миллионов. Что-то такое рассказывает. Типа на разных сложностях она стоит разные деньги. So it kind of makes it a little bit unfair if you can just buy it for 50k. Because to be honest, there's so much loot. Можно при повторном прохождении игры попробовать убить Вердуга с помощью оружия, просто проапгрейдить.
on this difficulty. But yeah, there's chapter 10. Sorted. Still keeping up that no damage, man. Проапгрейдить до максимума какие-нибудь Okay, so this chapter isn't the funnest пушки. just because of how long it is. Let's go ahead and visit the merchant. Buy a couple of resources. We need a couple of large, couple of small. Just try to stay on top of the resources. Just because... Прикольно, он, короче, ресурсы покупает. У меня ресурса, у меня пороха не было, чтобы там крафтить какие-то предметы, мне этих ресурсов хватало вообще. У него прям патронов до хренища. 5 флешек. Питок флешек. Вот играют без ТМП люди. Кстати, пушку эту не продают, снайперскую. Ну, давайте посмотрим, продаст он эту вообще пушку или нет. Make sure you're keeping your saves one below the chapter you're on. So if you're on chapter 11, you want to have 10 saves or below. На тебе флешку. Не забудьте сохраниться перед этой главой. На всякий пожарный. Походу сражаться с ними он не будет. Но здесь, знаете, очень много пушек, много патронов уходит на противников, вот этих с бензопилами. На, нахрен. Используйте бочку, чтобы замедлить бензопильщика. Было бы прикольно, если вы убьете двоих с одного выстрела. Кидаете флешку и пробегаете мимо них. Слева находятся эти часы. И все. Если вы достаточно быстры, то успеете схватить их. И, собственно, вот так вот пробегаете, убегаете, и все, чики-брики, чик-чирик. Четко. Раз 6 прошел ремейк, ни разу не брал УЗИ и арбалет. Я УЗИ брал. Там потом МП5 выпадает вместо УЗИ. Неплохая такая вещь. ТМП, кстати, в ремейке не показался лишним. В оригинале с него было удобно собак и тараканов отстреливать, а тут за 5 прохождений ни разу не взял. А ну смотрите-ка, тоже не взяли. А я взял, потому что у меня патронов не хватало. О, Эль Гиганте. Интересно, как он сейчас. Флешку берем. Так, ждем, когда голый хрен подойдет на эту... Не, нифига. Подождите, когда он выйдет из анимации стана. Не торопитесь кидать флешку, иначе она не сработает. Вот. Ждем, когда выходит из стана, подходит на этот люк, нажимаем и все. Как только вы будете использовать эту ручку для открытия крана, Эль Гиганте будет отходить. Но можно использовать ее таким образом. Ну, можно это использовать, чтобы его замедлить. Повезло ему, что его не бахнули.
Not the easiest of shots. Even if you've just got his little toe on the grate, he'll go straight in. Если даже у него малая часть ноги находится над люком, все равно его скинет вниз, говорит. But yeah, that does work really consistently. Pretty decent. Вот так. Штурмовая винтовка появилась. Alright. Не, штурмовая винтовка там в ящике лежит. Okay, so let's go and help Luis over this thing. Появилась автоматическая снайперская винтовка. Ты имеешь в виду? Alright, and in we go. This is another one of those places you can use the door skip that I talked about, but that one seems really difficult to do. I've never been able to do that one well. Although we aren't doing any of those on this run. Not a single one. So one of the reasons this chapter... Oh god, here we go. Chit chat time. Alright. We done? Yeah, one of the reasons this chapter is just feels so horrible is because of the minecart section. But again, this is why I told you to maybe try and hold off your first save until chapter 3 before Del Lago. That will make things a hell of a lot easier for you. If you could get your first save before Del Lago and your second save at the end of chapter 4, you're in a really good spot for saves along the way, and it just kind of sets you up for later in the game. Yeah, but there's a Сохранение лучше оставить для оставшейся, для поздней игры, потому что здесь будет очень тяжелые сегменты типа вот этого на передвижение на вагонетках. Здесь, говорит, легко можно проиграть. The bugs and then Krauser in one section, and the hardest part of it was Krauser, and obviously that's right at the freaking end. He's not that difficult to beat, but doing it without getting hit is really frustrating. You got to get all your parries on point and stuff, and just make sure you're not screwing up at all. Блин, интересно, как он с Краузером будет сражаться, да? Yeah, just beating him isn't that hard. То есть там же нужно без промахов все заевейдить. Но игра Resident Evil без ранений — это проверка на скилл конкретно. То есть ты должен быть очень крутым игроком, чтобы пройти игру без ранений. Чтобы прям вообще ни одного ранения не было, ну это надо. If you load the game from the "you are dead" screen, it increases your time. Basically, the time from your last load to when you died will be added. Может, ракетницу купит? Да нет, здесь ему придется сражаться. Причем здесь ракетница? Здесь придется сражаться с Краузером на ножах в любом случае, с ракетницей, не с ракетницей. Сейчас же Краузер будет. То есть это в последнем файте с Краузером ты там можешь что купить, что хочешь. А здесь-то придется драться. Первый раз, да. Там тоже не просто так. Because of the minecart section. If it wasn't for the minecart section in this chapter, it really wouldn't be so bad. If it was just Dynamite, Gigante, Bugs, Krauser, it would be fine. But the minecart bit just stretches it out. And the stupid thing about it is it's the easiest part by far. Alright, so we're shotgunning this way. Очень долго на этих вагонетках кататься. Если бы было здесь только сражение с Краузером, то мы бы прошли быстрее эту главу. Флагон. Есть такие слова, которых я вообще никогда не слышал. Играешь в Resident Evil 4, узнаешь английские слова.
probably not. I don't think they're as rare as yellows, but they are still really rare. Really don't come across them very often. You can get that case that makes them drop more frequently, but I feel like in professional, it's more beneficial to have ammo. Let's go. And Сейчас здесь будет бензопильщик. if you are on good На pace, самом деле, probably visit the shooting сегмент с вагонетками не такой уж и длинный, он не успевает range. надоедать. To Тут help you out with a little bit of time to spare. сделали ровно Like, столько, obviously, сколько, bear ну, in mind that the charms are seeded. сколько надо. So that basically means Прикольно, прикольно играть. you're always going to get the same charms, which kind of sucks on your particular playthrough. It changes each playthrough. Yeah, so you want to hit this guy with a few shots. Вон, смотрите. Coming up. Здесь заранее, короче, стреляешь в эту вагонетку, чтобы Basically here, don't miss your shots. It's kind of- сломать ее до того, как там yeah. второй раз бензопильщика встретишь. So you can't just Здесь можно вагонетки ломать. get, I don't know, get a charm you don't want and then reload Не the только game стрелять and you get по different ones. противникам. The charms you get are the charms you get. That's kind of just the way it goes. It will change each playthrough. If you're familiar with games that do that sort of thing, you might understand what I'm talking about. But yeah, it basically means you can't brute force the charms that you want. Right, so when you get out here, you want to try and hit this red barrel. I missed it completely. It is actually a difficult shot. You need to hold your Хорошо shot бы, короче, подстрелить if it gets up there, you ain't hitting it. But what that бочку, does которая is- наверху. I mean, you might think, well, what's the point in that? If you hit Но it, я it does a ton of промахнулся damage to the chainsaw guy, с 7 onto his выстрелами. cart. 'Cause I feel like it's easier to destroy his Ща cart than it is to бензопильщик kill him. подъедет. If Здрасте. you miss it though, like I did, you're gonna want to shoot the chainsaw guy through that little part there. Take out these guys quickly, and you can get more shots on him. But if you Я focus his вагонетку cart ломал. until you really have to actually shoot him, you Да, can вот destroy он his вагонетку cart. тоже But if you раздолбал. hit that barrel that I was shooting at earlier, Ой, промахивается. yeah, he'll be really weak by the time he re-emerges. Anyway, what was I saying? Oh yeah, seeded charms. Так может случайная стрела прилететь в I тебя, don't да? think it's connected И to the все, coins that конец you use. забегу. It doesn't matter what coins you put into the machine. You'll always get the same charms, which is kind of bullshit because some of the coins are like gold, and you have to sweat way more to get them. You would think you'd get better charms for doing that, but I really don't think it is. I think it's just down to luck. So Бум. yeah, you can't manipulate what charms you get, basically. So if you are thinking, oh, I'll load and save it until I get the charm I want first try, it doesn't work that way. Здесь, кстати, интересно, здесь нельзя стрелять из вагонетки, чтобы взорвать гнезда It's жуков. definitely the bugs. I hate the bugs. They are so annoying. They can hit you Наконец-то with so much жуки, BS. говорит. Other enemies are more predictable. Я ненавижу жуков. Bosses are obviously a different Надоедливые создания. Ну, посмотрим сейчас, как он. Bugs are so frustrating because they move В принципе, so здесь quickly. несложно So when you жуков come down, обходить, если их you всех wanna stick to the подстреливать. left Он вот and not обошел deal with жука. this enemy. Sometimes you'll get one bug that spawns really early and it will screw up your run. It won't really make a massive difference to you, Прикольно, but it will make loose что really slow. торговец, So you have to wait for him at the end. So watch your back when you помимо go того, to this что area. продает Sometimes they'll товары, go there, успевает sometimes they won't. еще и Shoot the bugs on the wall, полазить по then shoot this по bug уровню и past him, get the развесить shotgun out and just kind of be ready for any bugs that are getting close записочки behind you. If there's not с any, заданиями. just quickly take out this guy, back to the pistol, take out this barrel. It's one of these guys might drop a sapphire for you, so be ready to grab that if they do. We're going to take out any bugs that follow us into this room and grab this gold bar. So we actually had good RNG. Gold bar. It doesn't really make anything easier or more difficult. It just means that we get out of this section faster at the end. When you reach the elevator, now let me tell you what to do. Throw this flashbang about there. Make sure you're throwing it far down the walkway. Кидаем флешку. Ну, что-то он не немного этих ослепил. Just keep your eyes peeled. Ну We там just need to двое make it to the валяются. merchant, really. Once we make it to the merchant, we should be home free. And, Что we он need to хочет у upgrade торговца? it. So
Улучшить ножик. А, улучшить ножик перед сражением с краузером. Нужно до максимума. Ну, в принципе, такой сегмент не очень сложный. Тут мало жуков. Нормально прошли. Сейчас будет интересно. О, файт с краузером. Just try and parry him and then go for the odd attack or two. Try to get good at parrying and looking for what he's doing and learning his attacks. Парируй, короче, удар, а затем можно нанести ему после парирования удар ножом. То есть ждем, когда он атакует, отражаем удар, затем бьем. Плохая идея начать его бить до... Плохая идея тыкать в него ножом, не дожидаясь, пока он атакует вас. Если вы будете, когда он вас, ну, когда появляется сценка с кути, где нужно нажимать кнопку, если нажимать ее слишком медленно, то получите урон. Когда он запрыгивает вам за спину, разворачивайтесь и можете ударить его ножом. Вот так. Старина, привет, помоги, пожалуйста. Видел тебя, решил обратиться. Чем я тебе помогу? Терпеть не могу это место. Ну, смотрите, он без ранений. Прошел. Четко. So in this room we've got a knife, 2 green herbs and a red herb. Grab all of those up if you want to combine some stuff here to make a little space. I've kind of been pushing. Можешь, пожалуйста, помочь на еду? 400 рублей, просто ситуация сложная, не к кому обратиться, дотянуть, смотрю, тебя стыдно, конечно, решил обратиться. Не, чувак. Чё, я безработный. У меня денег нет. Я безработный шизофреник. Вот и Артём. Да. На еду коту собираешь. Странная у тебя просьба, чувак. Ты бы к знакомым обратился и друзьям. Незнакомому человеку просить деньги, это какая-то странная вещь. You can do big damage to him. It will take like 70% of his health away or something like that, but you still need to damage him the other 30%. So in this room, we're going to loot this room on the way back, but you don't want to stop looting, or sorry, you don't want to stop to loot on the way through here. You want to just make sure you kind of beeline it this way back through this area. Он сейчас яйцо второе возьмет, да? Здесь по обратному пути здесь эти жуки появляются. А, здесь дверь открылась, да? Ёбушки, воробушки. А, погодите, он за яйцом-то сходил? Да, я что-то здесь вообще не эту комнату не видел. This is where our golden egg is, and if you follow this guide with me, you should have both golden eggs. There are only 2 in the game, and you can't backtrack to get the first one if you don't have. Вот, 2 яйца он подбирает, чтобы сразиться с Рамоном. Интересно, эти противники здесь исчезают.
So we're going to take Нет. the same path on the way back, Кидаем флешку but we're going to chuck a подальше. flash all the way through. Убиваем этих жуков. Just keep moving. Don't worry И, about the enemies. Unless one gets too close, like that guy. I was actually just и going to say, just просто don't worry, just run through. пробегаем That guy мимо got too close to come through, mate. всех. Had to push him back. When you come through these doors, they can't reach you, so you're all right. Если вы начинаете открывать дверь, они вас не тронут, так что можно спокойно That's because we got добежать back до here двери. now. We could just loot it now. There's a bunch of loot in here. Watch out for bugs. Yeah, because a few of them may be around camouflage. A lot of the time it's just that one that I shot at a minute ago. But for some reason, sometimes more of them spawn up in this room, and I don't know why. I don't know why the hell they do it. There'll only be like 3 or 4 in here, but yeah, you kind of just want to be careful. Иногда в этой комнате появляется много жуков, иногда их нет. Он говорит, не знает, почему это происходит. Вроде, если я его правильно понял. Don't know why they do this, but it is what it is. The easiest strategy to kill Salazar. Я появился личный тролль. They'll buy one golden egg and then they'll use the like a magnum Да. to do the rest of the damage to him, because the one golden Я egg will take становлюсь him знаменит. to a stunned situation where you can kind of get easy shots on his weak point. So you'll see a lot of people just really. Я понял, он хочет залутать эту... Yeah, we can save some resources. It doesn't really hurt to go and get. It basically cost us one flash grenade to go and get that other. Охренеть, как у него много предметов. We just kind of want to make sure we get it done, you know. Я тоже хочу так играть, чтобы у меня было куча патронов. To be fair, like doing it in under 2 hours, even just 2 hours requires a stupid amount of glitches. Even like 2.5 hours, maybe 3, like crazy amount of glitches that will just be really difficult to pull off if you're just trying to follow along. And I also feel like, you know, in no damage terms, make sure you get that ornate beetle, by the way. In no damage terms, using glitches is kind of cheap. You know, I want to make sure that this run was actually really difficult. I don't just want to cheap out in areas and kind of bend the game's mechanics and stuff. I understand it for speed. Speedruns are completely different, right? Like speedruns, it's all about, you know, I mean, rules are set in place to make things fair for speedruns anyway. So whatever glitches you're using or not using is determined by the category. And I know I've mentioned this a bit recently. If you've watched a few of my videos, there's a lot, and I really don't want to seem like I'm trying to call anyone Твою stupid мать, or сколько be a dick хила. about it. Even though people are dicks to me Ух, about тут it, продавать и продавать предметов. kind of judge you for using glitches, but yeah, it's all dictated by the categories and. Ну, рассказывает про спидран, там ничего интересного. Говорит, в зависимости от категории можно использовать гличи, можно не использовать гличи. In Resident Evil 2, the amount of frames you have, if you have a higher frame rate, kind of means that your knife does more damage. If you've ever watched a Resident Evil 2 speedrun or a Resident Evil 2 remake speedrun, you may have seen people killing bosses really fast with the knife. I'm selling the submachine gun. В зависимости от ППС зависит урон. По-моему, не в 4-м Резиденте, не знаю, он про 2-й говорит, то, что там можно было увеличить ФПС и с ножа убивать быстро противников. Нам нужен рецепт на гранаты. На большие гренки. 150 frames per second on Resident Evil 2, but someone else has a much more powerful PC that allows them to get 400 frames per second on the game. Essentially, they've paid to have a better weapon. You know what I mean? Not by definition, but you know what I mean? Because they've paid more for their PC, they can beat the game faster than me. That's the reason rules are set in place. Rules are there like, okay, so everybody has to limit their frame rate to 120 frames per second. That means if your game is running over 120 frames per second, that your run is invalid. And rules like that are in Если у вас place to make FPS things выше fair when it 120 comes to speedrun. единиц, Otherwise, people will have an unfair то advantage. ваш Different забег на reasons. There's lots of спидране не different будет levels защитен, to go into. потому что That's чем just a выше simple one, FPS, you тем know, it's больше just a урон. way of
making things fair. That's usually why people have rules for speedruns. They want everyone to be on a level playing field. And that's also why you might be sitting there thinking, well, what about console people? We don't get 120 frames per second. It's really Опа, не annoying. You can't попал. shoot that woman through that crack, by the way. You have to look over here. Невидимую текстуру попал. That's also why they have Ну смотри, он не limited to 60 продает frames per эту second, пушку, and you can't go over 60 снайперку, то frames per есть, second. потому что она мощная. You know, that's why rules. Someone was asking me Может in the быть comment section about why, и... you know, there are even rules for speedruns, and Может быть и that's, не стоит от нее you know, избавляться. exactly То есть, why, зачем нам because people like to автоматическая, get когда можно competitive with побегать these things. с этой? And just like in sports, you're not allowed to use steroids, you know what I mean? It's just a way of making things fair for everybody and having a level playing field within the community. And, you know, there's plenty of people who just don't know about Опа, that, and не that's попал. completely fine, you know, like if you're not into that stuff, I Ты completely кто? get it. Брос Чипс. I mean, it's just a Здорово. bit Да, frustrating when you see просто people being человек. really rude С about Новосибирска. something that they have no Играю в idea резиденты, about, а ты кто? I digress anyway. So we're using Странный boots here, вопрос. so we had to take out the Зайдя на boots, канал, the long спрашиваешь, range ты weapons. кто? Я понимаю, если бы Just я before зашел. we start climbing up and we set off this flame, Если бы я зашел на какой-то канал, we're just making sure that we're pushing these enemies back. и ты бы спросил меня, кто я. Right. So we want to wait for this Колобок в пальто. О, to rotate back Артем around пришел. past us, and then we can leave, make a run for it Без past the пальто flames. только. Колобок без пальто. This way. Up here, yep. There we go. Okay, so grab the loot here, smash the barrels. Артем, Yep, ты? yep. And we can use the sniper here to take out any enemies we can see, but I think the flames did a good job. Yeah, there's one. Can't really see her because of the flames at the moment. There she is. Managed to hit her. Давай, She fell чувак, downstairs. пробегай. Alright. А что, он не будет это взрывать бошку? Тут огонь может убить противников. Что на фоне кто-то говорит? Но мы смотрим американского крутого стримера, как он проходит игру без ранений. Вот он и говорит. Рассказывает нубарям, как нужно играть в игры. Right, here comes this guy with his spiky BDSM balls. Okay, so we're just gonna play it patient, wait for them to roll past. Ждем, когда прокатится шар, бежим наверх. Здесь нас ждет два противника. Так, будьте осторожны, там стрелок наверху. Убиваем его заранее. Еще можно убить чувака на ручке этой, на рычаге. Я думал, что играешь. Да, я играю, но не сегодня. Сегодня мы чилим, смотрим, как профессионалы играют. Можно завалить противников этим шаром и получить бесплатный лут. Если вы спрыгнете вниз, то они за вами не побегут. Но это бесплатный лут, так что есть смысл спуститься вниз, подобрать... Есть смысл спуститься вниз, подобрать предметы. Артем, это все-таки ты. Брос Чипс. Пошел ты нахрен. Пусть твоя мамка пукнет в микро. To come and join us and watch me put these together if you want to chat with me or talk to the community at all. That's where we all hang out. I'm trying to get into the habit of streaming every Блин, day. что это за клоунада вообще? Come on over, give me a follow.
But if you're just a YouTube person, that's Артем completely fine. никак If не you do, угомонится. you know, follow up the channel. I do plenty of runs like this. It's kind of my thing. I like doing challenge runs. No damage stuff in particular is something I really enjoy doing. So at the beginning here, I want to try and take out that. Так, убиваем этого дядю, который там кричит красного, и все, и поднимаемся на лифте наверх. Там сейчас бочкой бам-бум-бам, шоколака. Здесь, кстати, ачивка есть. Подняться на лифте так, чтобы он не останавливался. Если кто-то спрыгивает на лифт, просто стреляем в него из дробовика. Let's get rid of this dude if we can. I completely whiffed that shot. Managed to hit him on the way up there. This is why you want to keep that shotgun loaded and ready. 4 shots in it, so that's still pretty good. Use the shotgun to push them back. The reason we like the riot gun so much is because it has range. Like, way more range than the WA-70. It kind of needs loaded at this point. I just want him to shut up and stop using his stupid chant stuff. There we go. Ну, слушайте, все, у него патрончики-то заканчиваются. Как бы он тут не экономил, тут все. Не выпадает нового пороха. And you press reload, and he gets to 4 shells, and then an enemy gets in your face. Realistically, you should be able to stop reloading and shoot the gun at that point, right? Or at least finish the reload. Like not have to go to 7 shells. Можно во время перезарядки переключиться на другое оружие, и тогда у вас оно, ну, полностью перезарядится. Анимация типа прервется, но дробовик будет перезаряжен. То есть вот такая фишка есть. Здесь прикольно. Нужно идти медленно, чтобы не... the hold mechanic where you have to hold it rather than toggle it, you can tap sprint across these. Можно не нажимать кнопку бега и так подергиваясь пробежать по лесам. Ну не знаю зачем это. Можно просто же это спокойно пройти без бега. А чё, он не пойдет к этому, к торговцу? Зачем-то он побежал подбирать все предметы. Странно. And if you use that setting, you can basically use it to line up your shot before you aim. So let's say you're moving around, you can line the shot up with an enemy and then quickly press left trigger or left mouse button and or is it? No, it's right mouse button. Come to think of it, that's weird. That's a strange thing to think about. It's a right mouse button but left trigger. But yeah, you can pretty much press it. And it'll be on the enemy already because you've used that dot. Back in the day, people used to mark their screens for stuff like that. People would put a little dot. Ну тут будет довольно неинтересный бой. Что он хочет проапгрейдить? Новую снайперку он не берет. Alright, so after getting that yellow herb, talking to the merchant, selling stuff, getting rid of all that shit. Let's go and loot up. So, you don't click use. If you click use, the ammo eat it. Здорово. Смотри, кидаем яйца. Раз яйцо, берем второе яйцо. И все, он готов. От 2 яиц. Ну это чушь вообще в игре. Здорово. Хабаровск. Хабаровск на связи. Because it's a boss fight, the game wants to be nice to us. In the boss room, gives us a little bit of ammo. So вот и весь босс-файт, например. Shotgun shells and rifle ammo like да. Usually you get better ammo in these rooms. So it's a good idea just to have a little look around, smash those barrels, see what you get.
It's kind of frustrating when you get handgun ammo though, because that, and especially if the case appears next to the handgun ammo icon on the top right, it kind of means that the case you're using has generated the handgun ammo. Essentially, it means that the case has stolen your loot. It's turned whatever was in there into handgun ammo. It could have been heavy grenades, but it turned it to handgun ammo, which is frustrating. Что-то не понял, он что-то там про лут говорит, который превращается могла... наверное, из ящиков, то есть могла выпасть граната, но если у вас чемодан, который позволяет выпадать большому количеству патронов для пистолета, то есть граната может превратиться в патроны для пистолета, и это не очень клево. Урон как у ракетницы, что ли? Ну, ракетница с одного выстрела убивает. Кидаем гранату, чтобы пробежать мимо рыцаря. Всё. Мимо второго можно просто пробежать. Вот так все просто. Это прикол был оригинальный, но там не было гарантированных золотых естеств, а тут сразу 2. Да, что там, можно было яйцом, что ли, кинуть в противника, и он умрет? Я о таком не слышал. Сколько нужно задонатить, чтобы ты сделал видео для тех, кто в танке? Как стримить ОБС в ВК? Не знаю. 13. Заходи просто на Good Game, на сайт goodgame.ru, там регистрируйся и просто добавь на сайте Good Game, включи функцию рестриминга, и можешь стримить на разные платформы, на YouTube, на Twitch и на ВК. Вот так. Все просто. С ОБС-ки ты стримишь на Good Game, а Good Game уже это... Блин, смотрите, что он сделал. Он кинул гранату, чтобы его откинуло на пулемет, и пробежал через точку с пулеметом, с лазером вообще. Про PewDiePie слышал про бан на Твиче? Нет, не слышал. А за что его забанили? За то, что он белый цисгендерный мужчина? Зачем ему Twitch? У него же 50 миллионов на этом, на Ютубе. За рестрим с Ютуба. Да нафиг эту помойку Twitch. Есть же YouTube. Там... Я знаю, что если ты партнер Твича, ты должен стримить только на Твиче. Опа, чуть не ранили. Смотрите, он, походу, финальные главы будет спокойно пробегать вообще, без этого, без проблем. Без no проблему. До лаборатории добежал вообще. Быстро. Ну, слушайте, флешки спасают. Флешки спасают. На тебе, в чан. Все. Ой, он что, промазал? Нужно убить этих противников, чтобы забрать корону, которая находится в ящике, потому что за нее дают 100 тысяч золота. Вот. Ой, опасно, опасные трюки мутит.
Было страшно. Почти его бахнули. Бесстрашный. Ну да, он же без ранений проходит. Если вам повезет, то вы сможете убить одной миной двоих чуваков. На опыте. Ну да. Не, ну не знаю, все равно, на каком ты опыте, там просто рандомная стрела в тебя прилетит. И все. Тут как бы ты не застрахован от случайных стрел. Интересно, как он с краузером справится. Наверное, ракетницу будет брать. Так, мы нашли до Эшли. Кстати, я помню в 4-м Резиденте, когда ты смотрел ролики, это считалось за игровое время. То есть, если ты если хочешь пройти игру быстро, то нужно скипнуть все кат-сцены. Да. And a left through here. Stick to the left wall when you come through here, and then this guy coming out of the oven won't grab you. And then let's visit the merchant. Он уже тут накопил этих драгоценностей вообще кучу. Апгрейдим чемодан. Ресурсы покупаем. Крафтим патроны для дробовика и чики-брики. А ты вспомни, сколько у тебя было всего. Ну да, я хочу играть в Resident Evil 4 так, чтобы мне хватало патронов. Horror enemies love to use vents, so we're going to pull this switch. Go this way. Регенератор прошел, исчез. Наверное, он заполз в вентиляцию. Противники любят использовать вентиляцию. О, тут можно разбить стекло, я не знал. Здесь так много нюансов, что хрен запомнишь. Я не запоминаю, как решать эти загадки, поэтому иногда требуется много времени, чтобы решить ее. The final solution. Dreams fade away, and your hope turns to dust. ХХК тоже не знал, ему подсказали. Подсказыватели. Я не смотрю стримеров. Я смотрю крутых игроков. Здесь комната, в которую можно пройти. Эти загадки травмировали меня при первом прохождении. Да, мне нормально. Ну да, я вот эти загадки долго решал, но в принципе нормально. Как бы понятно, что от меня хотят. То есть они несложные. Стреляем в ногу. И уходим. Будьте осторожны, здесь еще один регенератор ходит, потому что он может... Блин, если бы они не прыгали вот так, когда ползают, было бы нормально. Я его первый и последний раз посмотрел. Ну, он популярный.
Стреляем снова в ногу, забираем карточку, сваливаем отсюда. Следите за другим регенератором, он может выйти прямо навстречу. Будьте осторожны. Будьте внимательны и осторожны. Да, это самые мерзкие твари. Их сделали очень живучими, очень проворными, вообще жесткие, самые жесткие. Хотя нет, еще паразиты, которые ползают. Это прям вообще просто год. Под конец игры думать не хотелось. Да это еще не конец игры, ты чё? Spots, they're actually everywhere in the game, and you can abuse the hell out of them if you want to. I don't really like to do it, but this one is kind of just, I guess, an oversight by the developers, because it's kind of, an enemy's running towards you, especially these guys with the tentacle heads. It's just kind of natural that you're going to move away from them, and you only have to back up a few steps. Смотрите, маска металлическая защищает от выстрелов из пистолета. Нужно брать это на заметку солдатам, чтобы это... Стреляешь в голову, а у тебя это маска металлическая, и тебя не пробивают пули. Это же гениально! Почему солдаты сейчас не воюют в рыцарской броне, я не понимаю. Игра же нам показывает, что пули не пробивают. О, он сейчас пришел в комнату с регенераторами. Submachine gun ammo. ПП для пистолета-пулемета. Здесь патрончики. Ну, смотрите, он со снайперкой с этой ходит. Я буду с этой снайперкой играть. Если профессионалы играют, используют снайперку, не апгрейдят, ну, в смысле, новую не покупают. If you can line it up from the front, that's decent. But if you can't, try and line it up from the side. It does work. On this difficulty, they have more parasites. Usually 4. Он говорит, заранее можно убить противника, который там сидит. Использовать окно, чтобы задоджить чувака. Хорошая идея. Вот. Ой, промазал. Ой, промазал. Снайп самый большой урон за выстрел. Ну и дешевая самая. Ну да, у нее урон. Блин, попасть не может. Он предлагает заранее этих регенераторов убить до того, как карточку вставишь. Легче в него попасть, когда он идет пешком, а не ползает по земле. Как он промазал? Вроде бы четко. Стрелял четко в паразита. Слушайте, ну, в принципе, идея хорошая. Убить их до того, как они вылезут. Что, еще этого нужно убивать? Тут всех четверых, что ли, надо мочить? Блин, ну это много. Сразу двоих паразитов убил. Это, у меня столько патронов здесь не было, чтобы убить всех. Чтобы убить всех регенераторов, не было патронов. Тупо.
Так, ну получается, всех регенераторов надо убивать. Что тут поделать? Не, я тут, наверное, я предпочитаю от них поубегать. Yeah, start picking off these guys. They'll spawn in as soon as we put the keycard in, so we just want to be ready to fight. So we're using the snipe for distance and Башку не сносит с одного выстрела, смотрите. Снайперка мощная, но башку не сносит. Что-то они какие-то жирные, смотрите. Use the flashbang here to stun them up. Good strategy is just to stun them up, run up and stab. Having those Plagas heads around. Там динамитчик кидает, динамит. Dynamite guy there. One thing you really don't want to have happen is not deal with the regen people and leave them in the tank. And then you shoot that dynamite guy and they all get set out at once. Having Ну, собственно, и все. of the regen guys Я бы flying просто around, убежал obviously you have to отсюда. kill one for the wrench, but having Не the стал. other Я, three наверное, flying с ними around сражаться не and all буду. those guys at Ты the будешь same еще раз time проходить? Да, буду. is just so difficult to deal with. Надо на профессионале пройти. Yeah, Ну, just наверное, в оффлайне буду проходить. very careful and make sure you're Эти in a во вторую comfortable стадию не position when you регенятся. do Да that. даже It's они the end во of chapter вторую 14 стадию не there. регенятся. Все Bit of a равно long one. какая-то Chapter это 14 is also a long one, жопа but конкретная. progressing nicely. Глава It wasn't too завершена. much of a tough chapter. Stuff in that chapter looks a lot more difficult than it actually is. But yeah, moving on to chapter 14 then. Okay, so this is another pretty long chapter. We've got a bunch of stuff to Еще get through. одна, We've got говорит, Spider долгая Pins. This глава. is another chapter where we will be buying a rocket launcher. So we're going to grab the crystal ore that's in that room. A couple of crates to smash. Что-то And there's про also fish. это, ракетницу он собирается покупать. The locker there. Наверное, для Can't сражения keep с it under Краузером. fish. God knows where Leon's keeping that fish, but whatever. I like to shoot this crate at the back that we didn't smash on the way through this area originally, just to see if there's any ammo in it. If it's money, I tend to leave it, but if it's ammo, I'll go and grab it. So Он говорит то, что стрельнул сейчас в ящик, чтобы посмотреть, если там патроны выпадают, он их подберет, если деньги, то не будет возвращаться. Вот так, вот так. Зайти на Good Game, с него можно стримить в ВК, и все подписчики ВК будут видеть мой стрим в ВК. Да? Только единственный минус, там, я не знаю, я сделал так, что ты стримишь в группе в своей, да, но там пост не появляется о том, что ты стрим ведешь, то есть запостить новость нужно вручную. Там во вкладке видео появляется твой стрим, но новость автоматически не постится. I didn't really see the point at this point because we've already got a bunch of spinels, and I actually end up not spending them. They do carry over into my next playthrough on this save if I want to bother with that. But to be honest, what you can do with the spinels at this point is, if you've still got them, is sell them or trade them for velvet blues, because you can get as many velvet blues as you like from the merchant. So you can just go ahead and trade them for as many velvet blues as you can get and get a bunch of extra. Можно, говорит, спинели обменять на на сиреневые кристаллики. Купить их как можно больше, чтобы получить бабло, если вам некуда тратить спинель. Спинель. Попробуй, спасибо, попробуй. Там придется немножечко поразбираться, но, в принципе, ничего сложного нету. Ты в контакт заходишь, короче, в свою группу, и там нажимаешь стримить, и эти характеристики, настройки стрима из ВКонтакта копируешь на Good Game, и все. Ну, там ключ трансляции и что-то там еще. Ashley can get hit really easy here, and a couple of these guys will usually mutate, so I like to use a flashbang just to get rid of them. We've got a box there just behind us. We want to take out all of those guys, smash these barrels, grab whatever's in them,
Нужно Эшли наверх отправить. This also. А, здесь вот секрет Got a был. bit of blue in there. And we're gonna head up, reload our stuff, and tell Ashley to hold down the switch. There's one really tough enemy in this chapter. Obviously, Krauser is a tough boss fight, but yeah, one of those regen guys that mutates. Да, тут after будет you've крутой taken момент initial с Краузером, parasites. когда он будет There's a really easy уворачиваться strategy от you can всех do его атак. to get Интересно past him, and I'll посмотреть. show you guys that. Only really a couple of difficult tricks in this run. А, он вернулся назад, Specifically the чтобы turret это... skips. I feel like the turret skips are the hardest ones to do. But with a little А, bit ну of тут все practice, равно they're придется actually not so возвращаться, bad. да. Там же дверь ты открыл, возвращаешься за Эшли и бежишь дальше. Деньги, как я понимаю, он бережет на And let's go ракетницу. tell Ashley. Oh no, she's already. What am I talking about? We've already done that. Moving on. Get the rifle ready, and we're gonna Moving snuff this guy until he's up on. the stairs. If you stand about here, he shouldn't be able to hit you with his axes. He'll just gonna hit the top of the door. I've had a really funny situation where Я с личной страницы попытался стримить. Я с личной страницы попытался стримить, ничего не получилось. Какие-то ключи куда-то вставлять. Ну да, там нужно ключ на гудгейме. Grab his stuff, grab our flashbang, chuck it down there, stun everyone. You want to make sure you get that right at the back. You can stab this guy that's blocking the door. В принципе, я могу заснять гайд, Kind of nice to get out of a barrel. как стримить, короче, как стримить с помощью гудгейма на ВК и на Twitch и на YouTube. So bear in mind we've got 150k, we've got other treasures to play with, and we've got weapons we can sell if we need to. Потом посчитал, все эти ключи нужно было вставлять в ОБС. Ну, там только один ключ нужно вставлять, ключ трансляции. For these meters, you want to make sure you can get the timing down. You kind of want to press it just when the needle passes the 10. Don't put Ashley in the locker here, keep her with you, and slap the biosensor scope back on the rifle. This guy will spawn up when you get to about here, back up. You want to try and hit this guy's parasites without him flopping around the room, so don't miss shots here. Так, не промахивайтесь здесь. So, if you do, just try and run around the room and pop him. As soon as you've taken out those parasites and he gets to this stage, run for the switches. And again, you want to press it just when it passes the 10 on the meter, and you'll hit it. Once you get through here, he'll leave you alone. Fighting him in his next stage, where you've got to shoot him in the head, is actually really frustrating. Not because hitting him in the head is hard, but just because he doesn't stop chasing you. And you're more than likely gonna get hit by that guy. Лучше с ним не сражаться, когда он перейдет во вторую стадию, потому что тяжело попасть в голову, когда он идет на тебя. Проще нажать эти две клавиши, пробежать, два рычага нажать, пробежать, и он вас преследовать не будет. Вот такой вот совет у нас. Для стрима на Твиче у меня есть Twitch Studio, там все просто. Ну ты в ОБСке просто указываешь ключ гудгейма, а на гудгейме указываешь ключи ВКонтакте, Ютуба и Твича, и все. Да, ничего сложного нет. Stuff to put into guns if you want to. It's entirely up to you what you do with it. I don't think I ended up selling any of my guns. So the other two rats are in this area somewhere. В этой зоне бегают две крысы, можно их подстрелить, чтобы получить деньги, шпинель за задание торговца. When you pull the switch, get ready with your sniper. You want to look straight down here. Don't run back towards Ashley. Because the regen guy, you want to kill these guys as fast as possible. I was whiffing my shots here. I definitely missed a couple. If you see that pillar, that's kind of what my cursor was on there for a second, sort of there. You don't want to run past that pillar. If you run past that pillar, что-то много выстрелов надо, прям какие-то живучие противники. Two more dudes are going to run in. Do your best to take them out. If you're more accurate than I am, Ashley probably won't get grabbed here. Just be careful when you're trying to get rid of this guy if he grabs Ashley, because if you shoot her, it's a GG. Попасть не может. And again, I was just whiffing everything here, but I managed to hit him. He dropped her. I want to put the normal scope on. I really don't like the bioscope.
I really only use it when I absolutely have to. So if you do save Ashley, she'll go back to the switch for you. Да стреляй в бронежилет, что ты в него в башку стреляешь. Ой, Yeah, there we go. ой. Bars. And again, there we go. Luckily managed to pop him. Так, там еще один Four of выбежит. these guys will come after Ashley. And the fifth one will only spawn once you activate this regen guy, and he'll spawn up when you run past that pillar. Ага, When you do хитро. that, come back to here. You want to shoot this guy quick Пятый before the regen появляется catches up после to you. того, как Run around here, вылезет and run back регенератор. to Ashley. If you feel like he's getting a bit too close, whip out the shotgun, pop him in the leg, and run back Если to Ashley. регенератор к вам подбежит, You won't have to стреляйте fight him ему because в Ashley will ногу, just drop the и bridge on him, все making it нормально really будет. easy to deal with. Yeah, that fight can be kind of tricky to get your head around, but you just need to kind of be accurate with the snipe. And we just wait here now. If you want to, you can just pretty much tell Ashley to come along and she'll drop the bridge. But I like this thing. I think it's funny to watch this guy fall to his death. So, see you later, mate. We got a little bit of loot we can grab off these guys. There we go. Lovely. Иди. Not a huge amount left. Вот, to run. тут загадка Like I said, интересная. the time on this run was under 4 hours, although the video will probably be just over Блин, it. быстро он ее Basically, решил. Cutscene time doesn't count towards your game time, and pauses, menus, save Если попасть в screens, Эшли, stuff like она that, none of умрет that сразу же, counts да. Даже с towards the, пистолета. game time. Неважно, с какого So when you come оружия into ты heal, go ahead and попадаешь в pop Эшли, она these умирает сразу же. parasites with the pistol, they'll die relatively easily, and we can visit the Запоминай, modular делай vault скрины. if we need to. Да ладно, там If you потом haven't сам got two запомни. heavy grenades here, or you need 2 heavy grenades and a normal grenade. If you haven't got those, Так, вот это сложный момент здесь тоже. Сейчас тут врагов до хрена будет. the recipe that we bought earlier on. If you haven't Блин, got it, you might want капец, to get it from the merchant. какая долгая The reason игра. we're gonna get Просто those heavy невероятно. grenades is 'cause we can drastically reduce the amount of time we're doing this section for. If you throw 2 heavy grenades and a normal grenade at the crack in the wall that Ashley is hitting with the wrecking ball, it basically means that it only takes Я one вообще в solid. She only шоке has to hit it просто. once, which just means this section is so much quicker and easier. То есть ты by проходишь типа как спидран, Then we и got все 4 равно у heavy тебя grenades, which уходит is 4 pretty часа. much as many as we need. 4 часа, чтобы заспидранить игру. Enough. So flash Интересно, these сколько guys он at the тренил start, перед этим switch видео, to your чтобы heavy так пройти? grenades, До хрена. chuck 2 of them at the crack in the wall, Раз 20, наверное, then прошел throw one минимум. normal grenade, grab Не, everything вот out и of 20, а может those 2 50 crates, раз, load наверное. that barrel up. I like to shotgun this archer guy because he's annoying. We can use this barrel here to deal with him. There we go. Погоди, а как он так быстро Takes a раздолбал? lot longer if Он you don't гранату do кинул? that, like a lot longer. So everyone's gonna rush over here. We can use this barrel to take him out, making our lives a lot easier. Типа, если Here. гранаты, Might wanna если press the гранату switch кинуть в though, этот sooner than later. I проход, know it's gonna то take ты about 5 его minutes to take these пробьешь. enemies out. 3 гранаты закинул. Let's Что-то try and я back это Ashley up, really, 'cause she's gonna run over to us, and she can still get grabbed. засмотрелся в чат. Ну да, если гранаты кидануть в этот стенку, то можно быстрее Go ahead пройти. and, smash up these Ну, crates, слушайте, press the switch, тоже wait for the snipe to интересно. come down, grab whatever in them, or whatever is in them. Какой смысл, короче, тратить гранаты на противников, когда можно гранаты эти жахнуть, этими гранатами жахнуть стенку? Здесь больше патронов потратишь на противников реально, чем на взрыв стены. Грину кинул. По бочкам-то понятно, но нужно стенку взорвать. 3 большие грена надо. Ну, можно маленькие еще. Ну, прикольно, прикольно. Механика вообще интересная. Тут такие фишечки, короче, сразу не допрешь до них. Самостоятельно как-то тяжело это все. Я, кстати, видел эту фишку, сам делал. Да, ты на стриме мне говорил, или кто-то, что можно взорвать эту стенку, да, я помню. Ну, вот эти фишки, они для прохождения на скорость обязательны. То есть, вряд ли получится пройти игру за 5 часов, если ты не убьешь Салазара яйцами и не снесешь эту стенку гранатами. Crystal ore. Кристаллическая руда.
Продал бы он все эти хилки, и тогда бы у него было... Вот смотрите, корона за 100 тысяч. Разные бриллиантики туда всовываешь и получаешь корону. 100 тысяч писет, самая дорогая корона. I'm not sure if we bought the Killer 7 yet. I don't think we have. I think we buy it up ahead. I may sell the broken butterfly because there's no point in having two magnums. It's up to you if you want to do that, though. Broken butterfly, broken butterfly. А он гранатами сейчас их не весь лагерь разнесет. Бах. Couple of enemies here. We stab that one, chuck the grenade into the others, just stand here and pistol. These dudes, you kind of separated by the ladder, and if they do get too close, you can just shoot them back off the ladder, you know, makes this section really nice and simple. Alright. Open up these lockers. Прикольно, что он это записал прохождение, смонтировал, а потом 4 часа комментировал. Вот это все. Здравствуйте, сделай стрим по ханту. По ханту? Да не. Я в хант играть не буду. Только резидент, только хардкор. The bit of it that is actually hard becomes really easy, so just go ahead and smash up all these barrels. As this is just before a boss fight, usually you get decent loot out of it. There's the case snatching my ammo again and changing it into handgun ammo, which is really frustrating. And again, son of a bitch. Alright. Так, сейчас он будет покупать какой-то интересный предмет. We need to get our rocket launcher. That's important to not forget. So ракетницу будет брать. 240 тысяч корона, 340 тысяч у него бабла просто немерено. Бабочку продал. А, он киллер, чтобы взять. Да продай ты эту траву, нахрен она тебе нужна. You know, a little bit low on money, you can sell your weapons for the last rocket launcher we need. You don't have to do that yet. You can do it just before you go into the Saddler fight. But yeah, this is why I've kind of been collecting all the stuff I have. I know it was a bit overkill. Но он этот пистоль даже не апгрейдил. Ну ладно, сейчас. Вот это интересный сегмент. Мрачный жнец. Да нет, он не про этого. Стреляйте, пока он не кинет флешку. Да он не про Ханка. Он, по-моему, про этого. Про игру Хант. Игра Хант. Да, наверное, игра Хант. Я удивлен, что эти ворота не падают со временем, не опускаются вниз со временем. Эти ворота почему-то сделали так, что один раз крутишь этот клапан. И ворота поднимаются, не опускаясь. Здесь трава, короче. Бам. Ждите, когда он выпрыгнет, стреляйте из дробовика и все. Опа, патрончики некуда девать. Стреляет из чего там, и из лука, а затем флешку кидает и сваливает. Бум. Взрываем ловушку и дальше двигаемся дальше. А, это не... Погодите, здесь или не здесь? По-моему, там трава желтая была. Так, пробегаете, отходите назад, он стреляет, дальше, бежите дальше.
Вот еще хилочка одна. Magnum ammo, always useful. Little bit of that. Yeah, I tried to save some magnum ammo for the next chapter. Играл, кстати, недавно управление понравилось. После рейда какое-то тормозное управление. Персонаж долго вертится. Ну, насчет... And hit him with a sniper shot in the face back into the pillar. You want to keep doing that. You should have to hit him with 2 shots in the face, and then he'll leave you alone through this area. Если 2 раза выстрелить ему в башку, то он покинет эту территорию. И можно спокойно пробежать. If you try and just sneak it through here, he'll probably end up hitting you with the arrows, which is super annoying. So just staying back is advisable. Okay, shoot that. Вот так вот. Wait for him to throw his grenades and then run back. Подождите, когда взорвутся гранаты, бежите дальше. О, ну и все. Мы дошли до следующего сегмента. Так, прячемся за этим, за столбом. Стреляем в него несколько раз. 4 раза примерно нужно выстрелить. Когда он кидает флешку, он появляется сзади за вами. Нужно увернуться. И секция готова. Стреляем с дробовика, и мы прошли секцию. Здесь желтая трава, да. Здесь придется от него поуворачиваться, в смысле, блокировать его атаки. По-другому никак не пройти этот сегмент. Уворачиваемся, бежим дальше. Еще одна желтая, красная трава. Посмотрите, насколько много у меня хила. Я, кстати, его с ножа, по-моему, убивал. Второй раз, когда я его встречал, я это... стреляйте в пол, чтобы он не заблокировал. Чтобы он не увернулся от ракетницы, и тогда он умрет. Автор видео можно написать, спросить, сколько раз он проходил что-то рез. Напиши. Мы сейчас смотрим видео, мы не на стриме. Я думаю, можно написать. У него там несколько сотен тысяч подписчиков, я не знаю, ответит он тебе, не ответит, там, наверное, ему дофига пишут. Ему, в принципе, траву брать не нужно, раз его не коцают. Так он ее продает. Ему траву-то брать не нужно, но бабосы-то нужны. Ты думал, это стрим? Не. So we need at least 1 heavy grenade for this chapter. 2 is ideal. If you've got 1, you can still make it work. But crouching behind this area here. Собака страдает, ходит. Mike, the helicopter pilot, to come in and deal with these enemies for us. Так, что он тут куда-то где-то прятаться собрался? Наверх он хочет забраться. Наверху есть пулемет? Да, наверху есть пулемет, можно пострелять по противникам. Здесь патронов не так уж много. Майк может расправиться с этими противниками, но мне интереснее пострелять в них из пулемета. And when you kill 2 more will spawn. But if you come over here after that and just sit on this corner,
Так, из этого угла примерно 7 или 8 противников выходит. Стоим в этом углу и отстреливаем их всех. Все, просто. Он уже не подбирает предметы, короче, он почувствовал свою силу. А, у него, наверное, сейчас гранаты есть. Кстати, странно, вроде по мне этот пулеметчик не стрелял. А, да, он тут долго, короче, это... Так, убиваем противника. Снайпер с арбалетом. Знаете, что странно, что тут игра происходит в современном... в наше время, и стреляют, и противники стреляют из арбалетов. Это вообще цирк какой-то. У них должны быть автоматы. Что, он там одной гранатой взрывается? После того, как взорвали эту ПВО гранатой, следите, чтобы не вылез человек с РПГ наверху. There will be enemies rushing you. You want to look out for the parasite that comes up as well. That's why I shot that barrel right there. I don't know if you could see it too well, but there's one parasite that spawns in this area just randomly, and you want to look out for him because he can just rush up on you really quick. Тут придется продержаться некоторое время до того, как Майк подлетит там и освободит путь. Just for a cheeky archer that may be sitting up there, but Mike will help you out a lot. He'll take out enemies, so just be careful of that. This turret guy can be kind of frustrated, but I think he's already dead. Oh, yeah, watch out for an enemy on that turret. Чуть не попал ему в спину. Back here because the turret will just pepper you from afar. So just be ready. Огонь не коцает, что ли? Какой огонь? Про что? Yeah, archers can be up on that platform you see me looking up to on the right, just up there. Just be careful of them. Ну, здесь вообще война пошла какая-то. Здесь Resident Evil превратился в боевик, в Call of Duty. Побежал по горячему огню на земле. Ну, наверное. Он, наверное, первый... А, это противник? Ну, она, не знаю, как-то коцает, не коцает. Она как-то вяло, эти коктейли работают. Неадекватно. Careful of archers. Kind of your worst nightmare in this section. Here comes one now. Я не знаю, кто будет смотреть прохождение 4-часовое, чтобы знать, как пройти игру. Наверное, никто не будет смотреть. Прям фильм неудержимый. I'll make things 10 times easier right here because a bunch of guys run through that door when it blows up. Come to about here when that's done with and snipe this guy on the turret. Look to the left, snipe this guy on the turret. Почему я бы под пивасик посмотрел, да? Ну просто это вообще игра долгая, капец. Ужас. Keep shooting. There we go. He's done. В Ориге это место самое жесткое, тут намного проще. Немного проще, ну да. Да я, в принципе, что-то в 4-м Резиденте особо, в оригинале особо сложных мест не находил. Что-то я в детстве играл, как-то проходил, нормально все. Но здесь главное стоять, отстреливать противников, то есть, в принципе, главное, чтобы патронов хватало.
pistol and rifle ammo. It's nice. We need a bit of shotgun ammo. We need a bit of magnum ammo. You don't have to use the magnum. Блин, этот паразит внутри сидел. Они еще не только на спине, а внутри сидят. Жесть. Вон у него коктейль. Коктейлями забрасывают. Здесь, короче, вообще у него есть на... У него есть прохождение за 2,5 часа. Тут 4, не торопясь, так он проходит. Так, здесь нужно рычажки нажать, да, чтобы дверь открыть, как я понял. Насколько я помню. Я здесь из пулемета пострелял, забыл, что... Не посмотрел, что у него патроны расходуются. В оригинале-то пулеметы были бесконечные. Так, он хочет, говорит, использовать флешку для этого сегмента. Вон там, трава красная лежит, бери. Если я смотрел фильм, который длится 4 часа. Так я это... «Властелин колец». «Властелин колец» длится 4 часа. На одном дыхании смотрится. В оригинале нельзя было с них стрелять, да? Ну вот еще один плюс, короче, в пользу 4-го резидента. Нужно создать 4 флешки для прохождения следующего сегмента, чтобы убить жуков. Он хочет это, ослепить жуков, чтобы пробежать через этот сегмент. Флешки надолго станет противника. Здесь этот хрен оживает. Nearly done with this chapter. A good chunk of this chapter is Leon walking with Ashley, which is kind of annoying. So we duck under all these bags. We can stand up and run around these ones and break these 2 boxes. This one and this one. Beware of the one with the viper in it. Зачем ему змея? Вот гранатка маленькая. To be honest, we don't have a huge use for it right now. Not really much we can do with that. Так, что у нас здесь это колесо. With the turrets, another one of those cheeky turret skips. This one's a little bit easier to pull off though. Alright, so all the way back we can take this route. That's why we smashed those boxes so we can get back through here. Так, едва успеваешь вообще через эту дверь пройти, прям вообще. Что там, регенератор не появился? Так, покупаем. Что мы покупаем? Ресурсы. Чтобы создать флеш-гранаты. Он хочет пробежать просто. И для дробовика патрончики. Он использовал киллер, чтобы убить жука. Будем использовать шотган. Так, мимо этого просто пробегаем. Из магнума убиваем гранатометчика. Погодите, что он делает? Он бежит напрямую, кидает флешку, ослепляет их. Ждем, когда чувак выйдет. Стреляем ему в ноги так, чтобы автомат подстрелил его. И пробегаем мимо. Вот это прикольный трюк. Was still shooting at me, and that can still hit you from really far away. If you want to wait that out, I don't blame you. That strategy, that trick can be a little bit overbearing at first, but just, a little bit of practice
Властелина не смотрел еще, блин, ему уже 20 лет. Как ты мог не смотреть Властелина колец? Что он делает? I didn't mention before, actually. I forgot to mention that saving before the Krauser fight is also definitely recommended. There's a lot of saves that you can skip, though, like the full. Блин, вот эту вот сцену могли бы сделать и в виде кат-сцены. Вот какой смысл вот так вот? От погружения в атмосферу, чтобы было. And it can sort of force the game to do weird things. Like Leon sort of presses himself against the wall there and rests for a second. Sometimes, I'm not quite sure how it works, but you can make the game skip Leon sort of pressing into the wall by spamming the pause button. He just won't do it, and he'll just go left. Kind of a cool little trick, but didn't work for me there. Что-то он сейчас сказал про, если тыкать паузу несколько раз, можно пропустить кат-сцену, что ли? Я не понял. Что-то поздно начал его слушать. Но он что-то попытался, говорит, несколько раз кликнуть Escape, но у него не получился трюк. Ох уж эти нескипаемые киношки в играх. Ну да. Вот он опять что-то жмет на паузу. Но не получилось. Опять не проканало. Особенно, знаете, в этом, в 7-м Резиденте, когда нельзя пропустить кат-сцены, это же вообще жесть. То есть вся игра, проходишь второй раз, должен смотреть все ролики. Все, конец главы. Ну что, последний осталось? Okay, final countdown then. Let's go. It's a final countdown. We do not need it. Let's just get out of here. Get this finished. The amount of work that went into this run was insane. It took me a very long time. Most of the no damage runners that I've seen are going for 100% no damage. Я, кстати, не помню, чтобы когда он последний раз сохранялся. Ну все, он уже ничего не подбирает. Тут как бы он понял, что ему хватает всех ресурсов, чтобы победить. Он говорит, очень гордится и рад прохождением, которое он сделал, потому что было очень тяжело его сделать. Ну, молодец, конечно. Четко прошел. А нас уже ждет торговец здесь. Торговец всю игру сделал. Помог, короче, это... Помог победить противников. Этому лорду Садлеру надо было убивать торговца. Спрыгнул. Он еще не знает, что он мертв. 4, 5. Так, он говорит, не знает то, что нужно ли вообще стрелять в сердце, чтобы Ада скинула ракетницу. Нужно стрелять или вообще не нужно стрелять. То есть, может быть, тут по времени запрограммировано, что нужно какое-то время продержаться.
Pretty much you just want to run to the sides of some of these tentacles and just evade the others. Really straightforward. Oh. Alright. Урон по сердцу ускоряет сброс ракетницы. Думаешь? There's Ada. Thank you, mate. I was in a really weird position here. I was kind of looking at the floor or something. It was strange. Yeah, there we go. Have one of them. Now Ну we вот и do все, escape. собственно. So, А, ну что, все, тут еще нужно сбежать за 1,5 минуты. you're more or less done, man. You just gotta get out. Get on the jet ski. If you're just watching for fun, you've just watched this video, I hope you've enjoyed it. Thank you very much Что он делает вообще? for staying to the end. Although, you know, you might want to stay tuned to watch the results. Don't want to miss that. Actually prove to you I didn't take any damage anywhere. And this was an S+ run. Did the time and all that good stuff. I don't want to cut that out from my run. It's kind of half the fun, man. Alright. I was Урон really начинает happy that проходить this run только ended после up 2 being ударов 4 щупалец. hours. 8 выстрелов с киллера Video прокуют probably сброс just over ракетницы. that because, like I said, Помню это intros со and спидранов. outros, menu time, Только stuff like после that. 2 ударов щупальцев. But yeah, on the timer, А. I think it was like 3 hours 55. 8 выстрелов с киллера прокуют сброс ракетницы. Which is А, mad. вот как. Someone else had done this run, and I think it was just over 5 hours. My previous professional run was just over 5 hours as well, and that was like the guide I made. That was like my first run of professional though, and I didn't look up any tricks for that, or like anyone else's advice, except for the golden eggs. That was it. А почему все There's a как lot more воры в tricks in законе this в one, костюме like a ton проходят? more. I've learned from a lot of Не people. знаю, что-то нравится. Мне не нравятся эти все моды для Resident Evil 4. Они как-то атмосферу портят. Мне прикольнее проходить без всяких with about 15 модификаций. seconds to spare or so, so you want to go pretty quick for a heal. I was kind of clenched at this point because if I bumped the jet ski, I would have to go back to the beginning of the chapter. I did want to get through without damaging the jet ski. Also, if you press your interact button here, you can do flips. I don't know if most of you probably already know that. But yeah, you also get 1,000 pesetas for every flip you do, which is kind of stupid, but a nice touch, I guess. So you get 3,000, 4,000 pesetas just for going through this section, pretty much. Нифига, как он так повернул эту лодку? But yeah, Катер. this run has been very difficult. Probably the hardest no damage run Мотоцикл. I've done in a while. I think the only run I can think of no damage wise that compares to this one that I've done, even segmented, is Нереалистично крутится. probably No Way Out, which is a Resident Evil run. Although I recently no damaged Dead Space, which was really fun. Enjoyed doing the Dead Space Impossible run. And I want to do some more Resident Evil no damage stuff because I really haven't done a lot of it. But either way, there we go. Кнопка действия вроде. That's the end. Кнопка действия. We made it. Happy days. It was Во very всех rewarding to ремейках get один и that тот done. же движок. If you've stuck with me to the end, Да. I appreciate you Resident watching. Evil Engine. Thanks a lot. It really means a lot that you'd stick around. I put a ton Ну of чё, work всё? into these videos, so you guys watch it. На этом все, что у него получилось. Покажет там, что профессионал, 3.55, 15 сохранений, Just subscribe to the channel, S+. maybe, like the video, comment, all that Чётко, good stuff. Let me know чётко what you прошёл. thought. If you wanna support me a bit Молодец. further, you can always come on over to my Twitch, like I mentioned before. That link will be in the comments. 0 section смертей, of this 0 video. ранений. So, yeah, all the no damages there. You can see all my results. Стопроцентная точность в последней главе. Really happy. Нужно еще ачивку сделать, пройти со стопроцентной точностью, Anything да? you struggled with, if you're doing this yourself, or you've just gone for your S+, and this helped you. I love reading